Всем привет, меня зовут Виталий, это канал Седрих ТВ, и мы продолжаем играть в Ведьмачка 2. Вчера я посмотрел насчет первого, насчет дополнительных вот этих вот заданий, чё кого. Короче, там на русском языке, ну, в моей стимовской версии на русском языке только вот 2 задания. Привет, что там? Там только 2 задания на русском языке, все остальное даже без субтитров, полностью на английском. Даже сабов нет, я очень удивлен, конечно. Ну ничего, будем играть во второго, получается. Будем играть во второго. Сейчас я подключу кое-что. Будем пробовать на геймпаде играть. Геймпад, господи. Какой он страшный стал. Так, Ведьмачок. Ага. Там же сейвы какие-то перенести можно. Я уже посмотрел, вроде все работает. Короче, в первом Ведьмаке 20 сейвов, 20 сохранений весит 1,5 гигабайта. А у меня их было больше 100. Нет, у меня их даже больше было. Это я их чистил пару раз. Короче, у меня 800 где-то сейвов было. Жесть. Так, ну посмотрим, как оно играться будет. Я вроде бы настраивал там. Оно вроде бы стабильное 60 выдает. Но если что, графику будем менять. Так. Музычка уйди. Ведьмачок приди. Так. Капец у нас, короче, я не знаю, что они там творят. У нас отопления всю зиму особого не было. Короче, дома типа в районе 20 градусов жары в среднем. Вот. И типа в баечке более-менее комфортно. Сейчас они, короче, отопление включили. Я не знаю, мне прям жарко 24/7. Просто невероятно жара. Окно открываешь, реально холодно. Просто минус 20 на улице, блин. Жесть. Что творится, я не понимаю. Так, захват игры включил. Сейчас посмотрим, он работает, не работает. О, заработало. А CD Projekt Red представляет... так, что это такое? Ой, это ж великая заставка. CD Projekt красный. Да-да-да. Компакт-диск проект красный. Так вот должно быть. О, Жорка Летов. И... Габум. Жесть. Реально круто. Я пока тестил настройки всякие, поиграл там минут 20-15. Блин, игра реально непривычная на геймпаде. То есть что-то в ней не так. Определенно. Будем привыкать. Что делать?
Да-да-да. Вот тебе и чудо-маг. Маги крутые, крутые. Он, ведьмак, пришел, завалил всех вообще. Жесть. Лето из галеты. Нырнул, даже ни одной этой капельки не взлетело в воздух. Просто как масло лег. Блин, охрененно. А компакт-диск проект представляет Дэтсбак 2 убийцы королей. Царя-убийцы, да. Пока я тестил, короче, нечаянно нажал, там же, ну, тренировка есть. Блин, музыка здесь, конечно, прям орёт. Смотри, на 4 поставил. Короче, проходишь тренировку и начинается игра. Он говорит, какую сложность выбрать? Я говорю, ну, типа, максимальную. Меня 2 раза ударили, я умер, и игра закончилась. Все, оказывается, это игра с одним сейвом. Такой, бля, я же потестить просто хотел. Так что так. Импортировать сохранение. Ну вот, наверное, последний. У нас 886 сейвов. За всю игру первого Ведьмака. Я люблю сохранение. Ну, если считать, что в районе 20 сейвов, это где-то 1,5 гигабайта. И вот и считайте, сколько гигабайт весит 886 сейвов. Так, начать обучение, я думаю, да. Давайте с обучением пройдем, пофиг. Сейчас я включу, посмотреть, как оно тут работает. Обучение. Давай, да. Будем к геймпаду привыкать, конечно. Тут. В третьем сколько сейвов было? Ой, не знаю. Вот холера. Тоже, наверное, Сапоги много. промокли. Только я не Ещё делал, одна типа, каждый сейв отдельный. У меня было в районе 3-4 сейвов, и я перезаписывал просто. Не, вроде, кстати, нормально работает. Вам тоже ничего не тилится, все в порядке. Картинка вроде красиво показывает, все хорошо. Блин, ну какой же он темный, какой у него контраст выкрученный. Это я еще вьенетку эту дурацкую брал, которая по краям экрана еще темноту создавала. И я просто охренел. Это вот, когда спустил, я отвык от этого всего. Ну тогда мне она не казалась такой темной прям. Так, это все понятно. Кстати, посмотри на броню. Я не думаю, что она в сейве, в обучении. Еще рано, еще нельзя. Я думаю, она после обучения только появится. Сейчас ее не будет. Но это мы разберемся. Снаряжение. Видишь, у нас в снаряжении ничего нет. Это чисто обученческие темы сейчас идут. Сапоги оруженосца. Ну, менюшка, конечно, здесь максимально неудобная. То есть я должен как-то щелкать так, что ли. Но она вроде удобная, но она неудобная. Ладно, привыкнем. Так, нажать, прочитать. Господи. Я что-то не то сделал.
Я сапоги снял. Вот я про то и говорю, что она неудобная. Читай. Приглашение. Отслеживать задание. Ну, как-нибудь разберемся уж. Уж как-нибудь. Мы тут тоже будем все обыскивать и лутать. Ну, стараться, да, будем стараться искать всякое. Раз уж мы начали в это играть, в это, я думаю, что стоит как бы, ну, посвятить этому побольше времени. Блин, ты посмотри, освещение добавили, смотри какое, из окон. Прям лучи из окон идут. Ни хрена себе. Ты кто? Я тебя не обижу. Давай осмотрю твои раны. Что-то ты не похож на бродячего жреца. Собака! Болит, даже когда говорю. Если б не доспех, я б на куски развалился. Игра времен Скайрима Я как приведу раз. помощь. Напрасный да. труд. Тут люди чужим дверей не открывают. Поищи лучше моего оруженосца. Моя последняя воля — намылить ему шею за то, что он сбежал от трупоедов. Я нашел его тело на берегу. Думает. Слушай, я приготовлю для тебя целительный эликсир. Он тебя, скорее всего, убьет, потому что ты не ведьмак, но тебе терять нечего. Все-таки есть шанс, что твой организм справится с токсинами в эликсире и начнет регенерацию. Ха, лучше сдохнуть под забором, чем стать мутантом. Не станешь, не бойся. Лежи спокойно и не двигайся. Попробую поискать кое-какие травы. Волосы дергаются, тут тоже я смотрю. Неплохие лица были, в принципе, и в то время, особенно на то время. Я тебе скажу так, что есть настройка в Ведьмаке, которая, вот я и говорю про что. Она ломает весь FPS, ломает, в принципе, игру, она местами где-то подтормаживает. Короче, улучшенные текстуры называется. Она так с восклицательным знаком такая настроечка. Ее добавили в этом Enchanted Edition. Вот. И с ней, конечно, все выглядит гораздо лучше. То есть я когда настраивал, я смотрел и без нее, и с ней. То есть с улучшенными текстурами. Ну, в разы хуже, конечно, выглядит все. В разы. То есть все такое, вот волосы у него, которые там сзади, остатки его волос, они очень сильно замыленные такие. Ну, плоховато, без текстур. С современными, конечно, получше. Так что спорно. Ну, я помню примерные эмоции, которые получал тогда. И я был просто счастлив. Я не уверен, что она у меня шла на максимальной графике. Сомневаюсь даже. Но я прям кайфанул, мне этого хватало. На то время с головой вообще. Так, ой, господи, я начинаю вспоминать, что здесь как-то медитировать надо, потом пить эликсиры. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Алхимия, эликсир. Да. Короче, тут нельзя выпить просто эликсир. Тут надо будет через медитацию пить эликсиры. Пипец. И, по-моему, нельзя пить какое-то дофига их. Можно пить чуть-чуть чего-то там. 1 или 2. Держи эликсир. Пей до дна и постарайся, чтобы не стошнило. Пей. Интоксикация. Сразу ты не умер. Это хорошо, но еще ни о чем не говорит. Так что сиди тут и жди. Ты не мутант, так что уйдешь ты отсюда только через пару дней. Не, ну вот Спасибо, условно в первом и третьих частях ты можешь выпить там 5 эликсиров, 4 эликсира. Сразу, вот со старта, с начала игры. А здесь ты можешь выпить типа 2. Все. Не было случая Ну представиться. или сколько там, Я 1, 2, Геральт сколько из тебе Ривии. даст, не помню. Болтон, с переправы.
Тут прокачкой можно было, по-моему, улучшать, что можно 3, по-моему, 4, что-то такое пить. То есть без прокачки ты вот такой. Я собирался попытать силы на арене, но тут налетели трупоеды. Конь испугался и сбросил меня в полном доспехе. Я кое-как дополз досюда. Собственно, вот и вся история. Может, и заказ из этого получится. Сомневаюсь. Объеденные останки не гниют, не смердят. Вот собака. Тела проигравших на арене скидывают с обрыва. Местных мертвые не интересуют. А вот трупоеды собираются сюда, как на пир. Выздоравливай, Болтон, с переправы. И прощай. Вот, возьми мое приглашение. Так. Если хотя бы половина того, что говорится о ведьмаках, правда, ты на арене справишься. Спасибо, Болтон. Это я благодарю тебя. А теперь, Геральт из Ривии, если ты не имеешь ничего против, я хотел бы вздремнуть. Ага. И тебя тут съедят. Сейчас на твою рану сбегутся трупоеды и тебя съедят. Кайф, молодец. Броня, конечно, во второй части это что-то нечто. Это какой-то редизайн Ведьмака в колдуна какого-то. Но это неплохо, мне нравится. Мне нравится, реально. Что-то необычное. Не просто какие-то броньки, как в третьей, да, там какие-то кирасы, какие-то дублеты. Хрен пойми, зачем они вообще нужны, они так уродски выглядят. А тут вот сразу видно, тут отдельная броня, которую никто не носит, кроме Ведьмака. Ни у кого такой нету. Интересная штучка. Открывай ворота! Ты где там? Кто там колобродит в потьмах? Пошел отсюда, а то собак спущу. А с той стороны стены трупоеды. Так что если выбирать, лучше уж собаки. Шутник, да? Все вы весельчаки. А как на арену выходите, сразу охота шутить пропадает. Я не шучу. Я промок и устал. Впусти меня. Ага, вампир значится. Не пущу внутрь кровопивца. Чтобы да, так нет. У меня тут Кровопивца. угри с чесноком, так и знай. Что на это скажешь? Можешь испытать меня угрями в чесноке, проточной водой и пивом тоже. Кто ж тебя разберет? Шляется зло по ночам, изводит порядочных людей. Так что будем ждать до утра, до петухов. Ежели не рассосешься, впущу. Мне что же, под стеной сидеть? Эй, ты там! А еще приятный бонус Ушел. это озвучка, Ищу-ка я конечно. место для ночлега. Здесь он прям хорошо назвучивал. То, что игра линейная достаточно, нету триллиард квестов, так как в третьем, да, и нету таких ошибок звуковых. В основном все прописано. Круто. Так, медитация. Спим до утра, получается. Ой, как же непривычно. Левый триггер, надо будет привыкнуть. Это наша будет популярная кнопка. В третьем, конечно, да. Мгм. Интересно, вот я не помню, в озвучке во второй части уже была зараза или нет? Зараза. Вот это вот. И посмотри, какое меню. Вот я чё ругался? Я все время ругаюсь на эти Dark Souls ваши любимые, на все, на третьего Ведьмака ругался. Посмотри, какое меню в Ведьмаке втором. То есть люди потратили на это время. Оно красивое, да? Ну, может, тут нету этого болванчика, модельки, да, куклы. Но оно красивое, оно там динамичное, что-то на фоне, то есть какие-то вещи происходят. Ну, красиво, красиво. А не просто черный фон и экселевская таблица. Ну, серьезно. Да тут еще сила нечистая. Петух уже пропел, и я себя отлично чувствую. Запах вот только... Приглашение есть?
Есть. Ну, значит, проходи. Удачи на арене. Началось. Фехтование. Так, налево стальной, направо серебряный. Допустим. Ну, наведение цели, это понятно. Так, подожди. А я не навелся. Ай, бля, больно же. Подожди, я не навелся. Как наведение работает? Говорю, это понятно и не понял. Мы тут бессмертные, если что. Вот оно само включилось. А как его включить руками? Дорогой дневник, я не могу передать слов. Как настройки управления. Мгм. И? А где само управление? Так, нажать. У меня нет такой кнопки. А, может это... Нет? У меня нет такой кнопки слева. Что делать? Ладно. Умри! А, во. Все. Все, я понял. Медленные враги наносят меньше удара, боль. Да, понятно, это все ясно. Блоки снижают повреждения, наносимые Геральту. Магические атаки нельзя блокировать, от них можно уклониться. Так. Ну, энергия, это тоже понятно. Уклоняйтесь от ударов. А. Ага. Ага. Камера не следует, кстати, за тем, кого ты нацелен. Это странно. Зачем вообще тогда нацеливаться? Репосты. Да ты пьян. Я не понимаю, очень странные сочетания кнопок. Почему блок на правой стороне, там, где и удары? Дождитесь, когда появится значок. Когда он появится? Так он не появляется, алло. Не появляется значок.
Что-то она плохо работает. Или я дурак, или значка нету. О! Он, видать, только здесь появляется, лол. Классная игра. Классное обучение, я бы сказал. Так, знаки. Арт. Шанс сбить с ног и оглушить противника. Так, нажав Б. А, наверное, еще знак выбрать надо, да? Ард. Критические эффекты. Кроме обычных повреждений, Геральт и его противники могут добиться в сражении критических эффектов. Дополнительный результат атаки, который сохраняется некоторое время. Эффект оглушения или нокдауна позволяет немедленно прикончить противника. Некоторые противники полностью устойчивы к определенным критическим эффектам. Эффекты, воздействующие на Геральта, показаны наверху экрана. Да ты вот... Я ничего не понял. Критические эффекты. Добро. Так, и что? Нас же учили только что об этом. И что, и что? Критические эффекты на Геральте. Кровотечение, слепота, ожог, заморозка, отравление, интоксикация. И я. Угу. Хорошо. Ай, бля, горю. Ай, бля. Так, уровень вашего здоровья, красная шкала. Ну, это все понятно. Знак КВН. Поглощает повреждения, наносимые противником. Часть повреждения врага. Угу. Под КВНом энергия замедляется, восстановление. Очень неудобно, кстати. Я вот двигаю, оно как будто бы с какой-то задержкой или не задержкой, каким-то плохим откликом работает, если честно. То есть это меню, оно не... Ну, как объяснить? Не диагональное. То есть каждая вкладка, она должна четко идти. Вот это налево, теперь это вверх и вниз. Нет такого, что я по диагонали кнопку нажал, и оно наверх пошло или вниз. Блин, к этому привыкать придется жестко. Как мне его победить? Понял. Знак Акси. Ай, бля, а чё так больно-то? Осторожно! Он справился с охраной короля! Вот холера. Акси еще держать надо, что? Я ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Дальше хуже, дальше бой, я ничего не понимаю. Так. Угу. Прикончить горгулью знаком Игни. Так, бомбы всяческие, так. Ладно.
насколько я помню, был какой-то прикол с ловушками, что их там что-то подбирать можно или что такое. Так, снаряжение. Ага. Нож, бомба, ловушка. Так, хорошо. Бросьте бомбу. Давай. Ловушка. А чё ты меч-то достал? Бежим! Можно ставить любое число ловушек. Кайф. Так, метательные ножи. Угу. А еще целиться можно было? Понял. Развитие персонажа. Таланты. Мгм. Мутагены. Модифицируют некоторые умения Геральта. Используйте мутаген. Мгм. Хорошо. Так, персонаж. Помню, помню. Как же, как же. Еще мне помнится, что талантов здесь крайне мало. И прям придется что-то выбирать. Ну, я думаю, меч выберем и что-то еще по мелочи. Так, обучение, наверное, только здесь можно качаться. Получается восстановление энергии, закалка, метание ножей, парирование, твердость духа, отражение стрел. Мгм. Восстановление энергии в бою, плюс 10, плюс 1 энергия. А у нас только один талант, да? Блин, я бы хотел вообще все, если честно. Я бы хотел вообще все. Скорость восстановления вне боя и в бою. А здесь еще плюс энергия. Наверное, плюс энергия огонь. Я думаю, что вот это. Там еще какой-то мутаген можно было выбрать. Мутации. Урон плюс 1. А можно мутации втыкать потом еще? Типа, если я не хочу сейчас... Я не знаю, наверное, трогать не буду. Типа, они одноразовые или многоразовые? Вот это вопрос на засыпку. Так. Взять ловушку. Он мне не дает пройти обучение, если я не воткну что-то. Ясно. Тут принудительная, короче, мутация. Мутирует способность. Мутирует. И все, я больше не могу. Жми сюжетку. Все, я понял. Последнее испытание. Да сейчас все уже. Сейчас мы в сундуке полутаемся. Сейчас будет. Не торопись. Дай привыкнуть к управлению. Оно здесь, правда, очень странное. То есть нелогичное местами. Подготовка к бою. Но это мы
Да я понял тебя, понял. Да я понял. Дай ловушку взять. Можно их взять? Можно. Использованная ловушка. Вот не помню, можно было их как-то перезаряжать или что-то в этом роде. Так, медитация. Ну вот, эликсиры. А, можно 3. Можно выпить 3. Кайф. 3 это уже, наверное, что-то. Ласточка, пей. И лес Марибора. Это тоже пей. Вообще, эта бутылочка могла тебе пригодиться еще. Взял и выкинул. Ты чё, волчонок, вообще что ли? Так, а у нас еще какие-то были штуки. Все ловушки скинулись с кармана. Нож, картечь, бомба. Ловушка. Еще ловушка. Ага. Ну, давай подеремся. Не знаю, допустим, вот так. Бей его, пока он лежит. Опа. Блин, добивание здесь прикольное с заставочкой. Круто. О, нет, щитовик. Ой, бля. Подожди, как тут уклоняться было? Ага. Не, бежим, бежим. Понял. Больно. А что мы можем? У нас что-то есть? Бомбы какие-то. Кидай. Здесь музыки из третьей части не хватает. Ай, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Ай, бля. Ну, я умер. Рекомендуемый уровень трудности игры средний. Мне кажется, у нас возникнут некие проблемы по поводу Ведьмака. Так, вот я безумный прошлый раз выбрал. И он, короче, да. Есть трудный, есть темный. Что выбираем? Темный, насколько мне помнится, это с какой-то дополнительной там броней, там что-то. Какое-то темное оружие, что-то. Потом экран еще темнеет. Безумный? Нет, безумный это одна жизнь. Я не пройду никуда. Ты чё? Безумный это одна жизнь. Если тебя убили, то заново игру начинаешь. Либо трудный, либо темный. Вот что выбирать, не знаю даже. А я что написал вообще в настройках у себя? В стриме. Hard. А в чем разница на самом деле? Может, погуглить? Давай я быстро погуглю. Ведьмак 2. Сложность.
Тьма это сложно. Но особенно в начале игры. Вау. Темный уровень сложности в Ведьмаке 2 аналогичен по сложности безумному максимальному уровню. Требует высокой тактичной подготовки. Но в отличие от последнего, дает возможность сохранить игру. Главное отличие темного — доступ к уникальным, самым мощным в игре комплектам брони и оружия, которые можно скрафтить и использовать, в то время как обычная сложность, сложная, не предлагает таких вариантов. О, как. Ну, давай на безумном... Ой, не на безумном. Тебя прочитал опять на безумном. Давай на темном попробуем поиграть. Если что, я не помню, тут, по-моему, сложность можно менять. Давай на темном. Будем страдать. Будем страдать. То есть безумные и темные одинаковые по сложности. Кайф. Музычка. Мое почтение. Это он от Трис убегает. Я не договорила. Он такой, нет. А подземелье замка Лавалет. 3 дня после битвы. О, черт. Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Тряхнулся? Не входи туда. Да брось, он скован. Что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Ну, на самом деле, начало, вот эта начальная заставка, которую мы только что смотрели, она очень сильно вдохновлена вот этим вот «Царство небесное», или как там фильм назывался. Вот, по атмосфере. Очень. Это прям чувствуется. Еще бросай. Че? Кости не То прокатились. есть в эту же тему. Так я мухлюю? Ах ты, сука! Подача информации, вот этой музыки, всего вот этого. Гляди, снова Один в один. проснулся. Убийца чудовищ, мать твою, обычный выродок. А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это... А говорят, в полнолуние чародеи с Можно ведьмаками меня, сношаются. можно меня не бить, алло?
Вот и зенки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. О, Ты не Роше. умер? Меня так просто не убьешь. Тогда он мне казался прям имбой какой-то, не знаю, какой-то топовый просто чел. Ну и сейчас он такой, ну, на самом деле прикольный, но тогда мне он казался прям каким-то богом. Который реально вещи делает какие-то. Полагаю, нас не представили. Вернон Роше. Очень смешно. Я бы пожал тебе руку. Боюсь, не могу пожать тебе руки. И как я не подумал. Янка! О, боги, Сними с него любовь моя. кандалы. Мы так давно не виделись. Геральт из Ривии. Может, представишь нас? Нет нужды. Принеси нам выпить. Не сидеть же с пересохшей глоткой. Ты расскажешь мне все, что помнишь, о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За Тимерию. Почетно. С чего мне начинать? Это был долгий день. Начни с самого важного. Ну, по очереди, наверное. Для начала скажу, что в бой идти мне совершенно не хотелось. Но что поделать? Отказать Фольтесту было невозможно. Оу, май, это та самая сцена. Отдель штурма рассвет. Вон она. Вон она. Текстурки мерцают, конечно, да. Ну, я говорю, это надо в настройках ковырять, это в самой NVIDIA уже ковырять надо будет. Это прям пипец. Пипец пипецкий. Поэтому людям консоли и нравится, что включил, играй и вообще ничего не тревожит тебя. Мастер Ведьмак, вы спите? Его Величество, король Тимерии, Понтора, Махакама из Содана, сеньор-протектор Бруге призывает мастера Геральта к себе. Передай, сейчас буду. И руки на стол, Я если что, чат. извиняюсь, что в такую рань, но король... Мы поняли. Удачного вам дня, госпожа, мастер Ведьмак. Подглядывает, засранец. Глупая война. А все так хорошо начиналось. Ну, милый, короли не ведут глупых войн. Тут она, кстати, нарисована больше всего. Мне нравится, как она здесь нарисована. А здесь такая более секси-пексельная. Да и моложе выглядит в разы. Так. Сразу видно королевскую советницу. Может, передать пару советов нашему августейшему монарху? Да, и голос моложе. Скажи, чтобы не точно. влюблялся, не плодил больше бастардов и не воевал попусту. Гениально. Ты понимаешь, что эти бастарды могут потребовать себе трон и устроить более глупую войну?
И все-таки... Да-да. Фольтест и остальные короли Севера, может, и не блещут интеллектом и хорошими манерами. Но это короли, и других у нас нет. Только поэтому я сейчас пойду к Фольтесту. Но когда замок возьмут, мы уедем. Тебе снова снилась дикая охота? Угу. Угу. Так, вот это вот диалог, который подсвечен другим цветом, он типа основной, а это как дополнительные просто поузнать, наверное, да? Что с неудачливым убийцей? Как Сейчас вскрытие? поймем. Кошмар. Ты убил его месяц назад. Потом эти дилетанты, люди короля, пытались скрыть его сами. То, что мне привезли на телеге, трупом-то назвать сложно. Король хочет узнавать все из первых рук. Ты нашла что-нибудь? Лучше бы не находила. Мне не удалось установить его возраст. И он отлично видел в темноте. Его зрачки адаптировались к свету не хуже твоих. То есть убийца, который месяц назад прошел через все посты и едва не убил короля, был ведьмаком? Похоже на то. Я никому не говорила. Я понимаю, чем для тебя это может закончиться. Ты теперь защитник, телохранитель, королевский ведьмак. Только вот господская милость на пегой лошадке ездит. Так, секундочку. Ага, это тот самый убийца, который был в первой части. Один разведчик видел дракона над рекой. Говорит, наткнулся на разъезд с Каэтаэли, уже приготовился умирать, но прилетел дракон. Эльфы пали ниц, и разведчик успел сбежать. Геральт, и ты этому веришь? Ну, точно Скайрим, Кстати, насколько дракон я еще. помню, Да, ведьмаки да, не да. охотятся на драконов. Разве что-нибудь изменилось? Нет. И понятно, что никакого дракона здесь нет. Это Велохвост, Ослиск или Виверна-переросток. Думаю, во всей этой истории правда только то, что разведчик наткнулся на эльфов и удрал. Блин, драконы, ведьмаки, это апогей какой-нибудь. Это просто это вишенка на торте. Ну, что еще эпичнее может быть, чем дракон? Кажется, это очень важный сон. Но могу вспомнить только, как бегу через лес и дикую охоту. Я просыпаюсь, пытаюсь удержать сон. Вдруг в нем есть какая-то подсказка, какая-то зацепка, которая поможет вернуть мне память. Может быть. Сны обладают большой силой. Говорят, они могут изменить даже настоящее. Мало ли что говорят. Обычно на поверку все оказывается вздором. Поживем — увидим. Пойду. Пора заняться похотливым королем и его войной. Я скоро подойду. О, там трибушет на фоне. Стреляют. Так, тут что-то есть эдакое. Опа. Я думаю, что сейчас, или не сейчас, или после того, как мы выберем сторону, должна быть... А, я сохранение, думал, снаряжение. А как здесь сохранение работает? Типа один сейф? Ага. Картинки нет, прикольно. Снаряжение. Доспех ворона! Арандит! Махаканский рунный! Специального отряда Роше дуплет. Но это, наверное, за предзаказ какой-то, да, типа, или что это? Вот это непонятно, конечно. А чё у меня? У меня 100 килограмм какого-то говна с собой. Руны всякие, штаны.
Рецепт ласточка. Ну, арандит как бы только на 1 лучше. На 1. Мечик тоже на 1 лучше. Так, доспех ворона. Как махаканский выглядит? Сейчас посмотрим. Здесь в меню его не посмотреть. Так, доспех ворона. Здоровье плюс 15. Брони больше, допустим. Штаны мага. Кожаная куртка. Специальный отряд Роше. Блин, я говорю, надо к этому меню привыкать, оно очень неудобное. Так, здесь что? Руны всякие. Эликсиры, ловушки, бомбы, всякая хрень. Так, куча всяких рецептов. Ну-ка. Я не уверен, можно ли здесь меч доставать. Я помню, что здесь бывают проблемы с этим. Так, это арандит. Выглядит как... ну, обычный меч, типа. Он не треугольный. Ну, вот эта вот штука на рукоятке только вот интересная. Махаканский выглядит как меч. Руны какие-то присутствуют немножко. А, немножко. Там вдоль всего клинка даже видно. Доспех ворона. Красивейший, конечно. Красиво, красиво. А сохранение получается у меня только одно, и вариантов у меня нету, да? Да, я... А, нет, есть. Подожди, а F5 работает? Да, F9 работает. А, ну все. Хорошо. Все, кайф. С этим мы разобрались. Я скоро подойду. С этим всем мы разобрались. Все, пойдем дальше. Подсказки решили мне показать после того, как я загрузился. Ведьмачий медальон. А воровать здесь можно, интересно? Музыка прям очень громкая. Прям орёт. Я думаю, не лучший вариант, но попробуем. Можно воровать. Именно поэтому мы с вами неделю вязали плоты и изымали лодки у рыбаков. И на этих лодках мы переправимся к городу. Такой вот план составил для нас Его Величество Король. Прям в наглую можно воровать. Неплохо так хреначат эти самые требушеты. Неплохо так хреначат эти Так, а самые. карта есть?
карта есть. Это ведь ты покончил с Саламандрой, что он все яйца оторвал. Может, выпьешь, а? Как треск в домашнем Это ведь ты покончил с Саламандрой. Опа. Ты записался добровольцем? Это постер знаменитый. Рад тебя видеть. Здорово, ведьмак. Нам твой меч сегодня ой как пригодится-то. Фольтест заканчивает осаду. Говорят, сегодня на штурм пойдем. Самое время. Я б лучше у огня посидел, чем Это горло ведь ты покончил с саламандрами. Ну, как бы да. Это ведь я покончил с саламандрами. Ты должен был разузнать, кто собрался убить Фольтеста. Так я уже гонцов разослал. А как же? И что? Тяжелое дело. Ты говорил, знаешь людей, которые могут помочь. Я-то до любого работяжки во всей Темерии докопаюсь. Заковыка в том, что убийца-то не местный. Уверен? Как в том, что Заковыка. тебя сейчас вижу. Я сделал, что просили. Пришибил Куралиска-то. Это здорово. Ну и как, тяжко было? Обычная ведьмачья работа. Как только с лавалетами закончим, я тут же тебе заплачу. Не пожалеешь. Лучше бы пораньше. Солдат на войне — ненадежное вложение капитала. Так, сыпаться буду через клавиатуру. Так быстрее. Гляди-ка, мелкий, ведьмак идет, тот самый. Намного сильнее. Геральт из Ривии. Лавалеты получат по заслугам, предатели. Мы знакомы? Старых друзей не признаешь. Мы же Рубайлы из Кринфрида. Я потерял память. Ага, точно как Боголь. После той... Такое ощущение, что музыка прям перебивает игру, нет? Ну прям нереально громкая какая-то. Что происходит с этой игрой? Давай так попробуем. Есть немного? Так ты говори, я же буду всякое. Просто у нас разная разница звуков. Что у меня, что у вас на стриме, это разные вещи. Мне кажется, это не амнезия. Я живодер. Этого зовут Нищука, а это мелкий. Мы его ремеслу учим. Записались мы на войну, а то с чудищами последнее время нам не шибко везет. Так молодой Наспор вляпался в эту историю с закладом. Поможешь нам по старой дружбе? Было между нами, конечно, всякое. Но Сейчас да и кто получше. старое помянет. Мы бы вас и так отпустили, и чародейку тоже. А чтобы насиловать, так это Боголь только припугнуть хотел. Насиловать? Закрой пасть, Нищука. Ведьмак ничего не помнит, так и нечего зря болтать. Мы старые приятели. Вы хотели изнасиловать старого приятеля? Только чародейку. Ты хотел убить дракона, чародейка хотела, селяне хотели, все хотели. А награда, известное дело, была одна. Так что мы немного поспорили. Ну и драка вышла. Повязали мы вас, как кабанчиков, значит. Тебя и чародейку. И пошли на дракона. А дракон так нам задницу надрал, что мы еще полгода в себя приходили. А вы сами там как-то развязались. А что за чародейка? Чернявая такая, как ее звали, Нищука. Конфитюр. Конфетюр. А, Джемнифер, что ли? Так поможешь старым друзьям? Джемнифер тоже неплохо. Это отсылка на Гервальта, который тоже... Джемнифер. И в какую историю вы ввязались на этот раз? Это вопрос жизни и кучи денег. Мелкий поспорил с одним рыцарем, что сходит на штурм только в рубахе и кальсонах. И Это останется отсылка на то, как Геральта тоже неправильно называли. Не спорю, но заклад — это заклад, дело чести.
Солдатская честь не хуже рыцарской. Понимаю. Это ты в точку. Мы идем в первой волне, так что будет горячо. Мелкий парень храбрый, но без огонька. Так что на всякий случай раздобыли мы такое чудо, чтобы, значит, охраняло. Потому как вещь сильно магическая. Может, ты глянешь опытным глазом? В чародействе-то ты всяко лучше нашего разбираешься. Ну, показывайте ваше чудо. Кстати, я тут подумал, мы же должны 34-й части Ведьмака встретить. Ну, я думаю, что мы вообще всех должны встретить. Геральта, Йеннифер, Трис, в принципе, всех должны увидеть. Я думаю, что будет подводочка к тому, что мы всех повидаем и куда-нибудь сдриснем в какое-нибудь путешествие, куда нас уведет. Ну, Трис мы увидим отдельно, потому что она же там куда-то уплыла по канону с магами. Вот. Кавир. Ну да. Ну да, значит, мы ее в Кавире увидим, получается. Твой волчий медальон! Он двинулся? Я думаю, что в дополнении, вот которое сейчас будет в марте, или когда они там говорили, мы, скорее всего, повезем Цири учить ее ведьмачьему делу куда-то. Там уже теории строят всякие разные, что ее повезут в пустыню. Там есть ведьмачки, ну, женщины-ведьмачки. Ее там научат, все такое. И игра начнется, 4-й Ведьмак начнется с того, что мы типа вот оттуда уже поедем в Кавир, наверное. Или куда-то туда. Хз, короче, я не знаю. Ну, что-то такое у меня в голове строится интересное. Значит, правду жрец говорил. Слышь, мелкий, теперь ты в безопасности. Обдерем рыцаря как липку. Откуда у вас этот талисман? Ну, тут дело скользкое. Были мы вчера в патруле. Видим святилище. А там новенькие жрицы. Смазливые такие, улыбаются. Зашли мы, значит, к этим жрицам и так напатрулировали, что ух! Ну и в этом святилище Богольд нашел амулет. Кто знает, что у него сейчас в башке творится. Но проблески бывают. Эх, старый наш добрый Богольд. Он вообще силен, с одного удара любого положит. Так вот, забрали мы амулет и пошли навстречу остальным дозорным. А дальше сплошные дива начались. Сначала нарвались мы на белок, особо грызучих. Стрелы повсюду летали. Цири как раз Кавир будет исследовать. Ну да. Блин, интересно, как ее способность-то удалят. Неужто они мутации все обусловят? Но она же там время и пространство разрывает. У нее же в 3-й части вообще уклонений не было. Она телепортировалась все время. Я думаю, это слишком имбовая штучка для игры. И тут уж мы точно поняли, что это как они вот это обыгрывать будут? Он же не защитил святилище от вашего патруля. Это точно. Вот теперь сами не знаем, что и думать. В этой блестяшке, несомненно, есть магия. Но я не думаю, что она остановит меч или стрелу. Ах, мать! Так я и знал. Говорил же я тебе, баранья башка. Ладно, срали мы на слово чести. Мелкий, не думаю. Надевай железяки, будем рубиться, как наложено. Будь по-вашему. Эх, а могли бы дворяжку дочисто ободрать. Жалко. Если все хорошо пойдет, еще до заката будет видно в покоях лавалетов. Подожди, мы какой-то квест сделали? Я даже не понял.
Мне кажется, что когда она остановила Белый Хлад, она потратила там до хрена своей магии и того, и вот этого всего, но я не думаю, что она исчезла прям полностью, типа... Было же такое, что Йеннифер тоже там обессилила, но силы вернулись со временем, просто время нужно. А Цири, у нее это кровь там какая-то старшая. Я думаю, что там какой-то другой замок будет. Просто как объяснить, что у нее магии вот этой не будет. Может, она себя как-то ограничивает, чтобы ее не нашел никто. Говорят, на самом севере живут дикари. Так они на битву вообще в чем мать родила выходят. Я не понял, потерял память. Так, подожди. Ну, молодой товарищ, мелкий, 4, да? Угу. Совершить этот подвиг должен помочь амулет, украденный. Ага. Но у тебя и порты есть, и амулет чародейский. Спорим, лавалеты от тебя сами побегут, только пятки засверкают. Я просто знаю, что меня убьют. Вот дерьмо, не хочу наспро помирать. Мы рубаем Мне кажется, мы неправильно ответили. Надо было ответить, что амулет поможет. Живут дикари. Так они на... Хорошо пойдет. Еще до заката. Мы знак... Это ты в точку. Мы идем в первой волне, так что будет горячо. Мелкий парень храбрый, но без огонька. Так что на всякий случай раздобыли мы такое чудо, чтобы, значит, охраняло. Потому как, может, ты и глянешь опыт. Ну, показывайте. Сейчас мы ему Твой наврем. волчий медальон! Он двинулся? Он реагирует на магию. Значит, правду жрец говорил. Слышь, мелкий, теперь ты... Сейчас мы ему наврем. Его прибодрит, и он умрет. Может, и правда эта блестяшка поможет. В первом строю. Порядок. Дело решенное, раз ведьмак сказал. Ну иди ж, вашу мать! Не пойду я в битву в одних портках! Слушай, морда, как выиграем заклад, так сразу разбогатеем. И потом, взять замок в полных доспехах всякий сможет. А нас песни будут слагать. Играют сбор. Пришла наша пора. Спасибо тебе, ведьмак, отсыплем и тебе немножко золота с нашего выигрыша. Может, еще поохотимся на золотого дракона-то? Будем. Мы намного сильнее их. Ну так вот. Лавалеты получат по 50 опыта дали. Предатели! Говорят, на самом севере живут дикари. Так они на битву вообще в чем мать родила выходят. У тебя и порты есть, и амулет чародейский. Спорим, лавалеты от тебя сами. Это я потушил, да? Я просто знаю, что меня Извините, убьют. ребята. Вот дерьмо, не хочу на говне поскользнешься. Стоят, греются такие. Ай, бля. Так хреначат эти самые требушенты. Ребята-то на стенах должно быть уже Дашь мне совет, бывалый воин? Вот это да, винище. Ублюдки проклятые! Выше нос, ведьмак. ведьмак целого отделения стоит. Хорошо пойдет. Дашь мне совет, бывалый воин? Я забыл подсвечивать предметы. Тут по-любому что-то лутабельное. Мы намного сильнее их. Лавалеты получат по Каша бы заслугам. сейчас со шкварками. О, Этот коновал собрался банка резать. Хорошо еще, если он ему хер за лоб не пришьет. Что? вот ты похож на квестового мужика. Нет? Значит, тебя не берут? Как свинью порезать. Да только лучше б сразу его прикончили, чем коновалу на потеху отдавать. Вот холера. Это ж мясник, а не врач. Если
Хорошо пойдет. Говорят, на самом до заката будешь живут в покоях. Это солдаты, говорят, на самом деле. Ну, кстати, FPS падает, я смотрю. Они на битву вообще, в чем мать родила, Лавалетты получат по заслугам, предатели. Так, ладно. О, меч-то спрячь. Меч спрячь, пожалуйста. Так. Угу. Бежим прямо. Вот эта механика, конечно, тухляцкая. Ты бежишь, хочешь подсветить предметы, останавливаешься Яйца оторвет, ежели и ты нажимаешь к на нему не медальон. Зачем останавливаться-то? Такой, не-не-не, а то промахнусь. Дашь мне совет, бывалый воин? Нам бы только закрепиться на стене. Замечательный день для битвы. Не бойся, твое превосходительство. Арбалетчики нас не достанут. Признаюсь, мой охренеть. господин, что я не воин. Я предпочитаю скорее фехтовать пером и словом. Я выполняю роль посланца мира. Вздор. Ты эмиссар белого пламени, пляшущего на курганах врагов, императора Нильфгарда. Он железом и кровью захватил с дюжину королевств. Принеся им закон, культуру и Вот и ты, наконец-то. Предатели уже смолу на стенах варят, а вы с королевской советницей все забавляетесь. Чем могу быть полезен, государь? Сейчас будет штурм. Я хочу, чтобы ты был со мной. За мной, господа! Не заставляйте предателей ждать! Воу. Мы же вне досягаемости. Это баллиста, твое превосходительство. Плечи усилены медными плитками, тетива из конского волоса. Болт летит даже на милю. Смертоносное оружие и очень дорогое. Опытная прислуга стреляет до 2 раз в минуту. Но и тут есть свои недостатки. Ваше Величество, извольте укрыться. Отдача от выстрела бывает настолько сильна, что разворачивает баллисту. Попасть дважды в одно место невозможно. Я не знал, что Ваше Величество разбирается в военной инженерии. Не разбираюсь. 2 года назад я подарил баллисты баронессе на день рождения. Государь. Что ты скажешь о людях, которые живут, несмотря на такие раны? А что вы скажете, государь? А в чем проблема баллисту зафиксировать на какой-нибудь крутящейся платформе и все, чтобы ее не разворачивало? Ну, типа, фиксируешь платформу, стреляешь, и все, и она всегда стреляет в одно место. Лол. Те, кто это сделал, уже заплатили за все. 13 век, ну до баллисты-то додумались. Почему нельзя сделать крутящийся пол? Это ж не тяжело. Когда придумали шестеренку, это ж уже все, это великий век технологий. Мастер Геральт, смею надеяться, у нас еще будет возможность поговорить, когда утихнет битва. Увы, посол, я собираюсь покинуть королевский двор как можно быстрее. И от чего так? Позвольте узнать. Меня здесь часто принимают не за того. Как звать, солдат? Погоди-ка. Ты был со мной под Брианной и в Понторской кампании. Ха, Норман Садар! Ты еще рядовой? Да, государь. Что-то мне судьба не улыбнулась. Норман Садар, за доблестную и верную службу жалую тебе звание десятника. Пойдемте дальше, господа. Нечего тут стоять. Баллиста. Тщательно наведите баллисту на цель, нажмите Y, чтобы выстрелить. А если солнце на Началось. закате красным светит, весня будет. Можно я постреляю, государь? Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды. Это мои дети. Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет. Светлейший государь, прошу простить, однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. Вкус на законы. Надо будет, поменяю. И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя. Ваше Величество, вы абсолютно правы. Благодаря Геральту из Ривии моя дочь Адда жива.
И родовит Риданский взял ее в жены. Понимаю. Понимаешь, да не до конца. Я знаю, что молодой король только и ждет, пока я помру. Уверяю вас, король Родовит Риданский желает вашему величеству крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это не смешно, твое превосходительство. Старые семьи никогда не признают риданского короля. Адде придется ограничиться одной Риданией. Я понял. Некоторые вопросы престола наследия еще не разрешены, ваше величество. Я прошу вашего позволения удалиться. Позволяю. Черные в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Будь моя воля, отослал бы его в сморщенную башку императору Эмгыру. Но Трис Маригольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему, у меня получилось? Отлично, как всегда. Как нельзя лучше. Я всега знал, что ты свой Подлизываем, парень. подлизываем. А что там люди болтают? Клал я на них. Они о Бадде говорили. Разузнал что-нибудь о нашем убийце? Трис сделала вскрытие. Он мог быть ведьмаком. Вот холера. Что я сделал ведьмакам? Знаешь еще что-нибудь? Знака школы при нем нет, но это ничего не значит. Многие на твоем месте утаили бы такие сведения. Пускай Трис мне обо всем расскажет после битвы. А сейчас займемся предателями. Куда бьете, мазилы? Солдат, трубу! Что ж там делается? О, это же граф Эчеверия! Держи, ведьмак! Бьем по тому с красным плюмажем. Полгода назад он клялся служить мне до конца жизни. Давай. Насколько поднимать? Бля, ну ты чуть прикалываешься. А как мне? А куда мне стрелять? Вот в этих чуваков? А как в этом разбираться вообще? Геральт, не можешь не моргать? Как в этом разбираться? Полтора градуса. О, я попал! Попали в скотину. Готов. Одним предателем меньше. А теперь к бою. За мной, ведьмак. Ни хрена себе. Я в шоках. Дали ачивку? Не-а. Она вообще есть? Так, библиотека. Библиотека. Ну, тут таких я не вижу, если честно. Меткий глаз. А тут есть поиск, чтобы я сразу нашел. Не видать такого. Меткий глаз. Убить графа из баллисты. Не засчитано. А как так? Ну я же попал. Может, я не туда куда-то попал? Не в тех? Давай загрузимся. Я хочу ачивку. Тут же есть ачивки, да я хочу ачивку. Может, игру перезагрузить? Давай перезайдем быстренько. На всякий случай. Да, я прям даже из Стима запущу.
Ну, одну ачивку я получил, когда, ну, тестил, типа, в самом начале игры, там какой-то выпить эликсир, вот, ачивка. Так что ачивки работают, но... Ваше Величество. Ваш. Уверен. Это... Черт. Как? Трис... Вот. Пускай. Куда бьете? Может, кого-то надо другого? Тут других никого нет. Может быть, вот там вот наверху? Не, наверх не целится. Ну, значит, сюда. Так, он вниз больше не целится. — 2,5 градуса. Ай, бля. А чуть ниже. Ваше Величество. Может, прям в него надо попасть? Это не... Я понял. Черт. 3. Здесь, кстати, стоит защита от скипа диалога. То есть, если ты нажимаешь кнопку, он не засчитывает как диалог. Ну, как ответ на диалог какой-то. 1,5 градуса. Попали в скотину. Готов. Может быть, после сцены? Одним предателем меньше. А теперь к бою. За мной, Может, после сцены будет. Ну-ка. Давай сцену досмотрим. Вот. Вот она. Ачивочка. Меткий глаз. Ха-ха, сюда. О, я чё вспомнил? Я вспомнил кое-что. Короче, в этой же игре есть какие-то скрытые таланты. И, по-моему, в лагере надо было тут что-то делать. Нет? И, ну, тут, типа, там, не знаю, подскользнуться на луже 70 раз, там, и получишь какой-то перк. Не знаю, получить стрелу в голову, тоже получишь какой-нибудь перк. И здесь что-то в лагере надо было что-то то ли разбить, то ли разрушить. Я вот что вспомнил. Давай. Теперь наверх. Ну ладно. Знаешь, ведьмак, я готов простить Луизу. Пускай только преклонит колени перед своим королем. Очень благородно. Все издеваешься? А, неважно. Я уверен, что Луиза поймет, что совершила ошибку. Кроме того, детям нужна мать. Что-то я потерял нить. Все просто. У нас с Луизой был небольшой разлад. Она хотела от меня того, чего я не мог ей дать. Понимаешь? Кажется, да. Сразу нашлись такие, как граф Эчеверия. Благородные, сочувствующие. Сказали, мол, злой король хочет отобрать детей, но мы их защитим, а при случае и на трон возведем. И баронесса позволила себя провести, как и любая другая мать. А эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. Блин, осадная башня вообще имба. Смотри, какие тут технологии. Ошалеть. Не то что в Баннер-Лорде, просто лестница. Нужно все манекены разрушить во всех главах. Ой, я боюсь, не справлюсь.
Вот я говорил, я же говорил что-то вот такое, я помню. Что нужно было какие-то вещи делать. Вот. Да ладно, забей. Что сможем сделать, то сделаем. Что нет, то нет. Ну как бы так. Не будем запариваться так сильно. Здравствуйте, солдаты! Да здравствуй, король! Так куда мы, братцы, направляемся? Так что нам, братцы, нужно? Победа! Так держать! Что мы хотим? Ничего. Что нам нужно? Чипсы и кола. Ура! Внимание! Мы почти пришли! Оружие готовь! Так, заставочки Идея пошли. с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Так, начало штурма. Ну, по порядку идем. Поначалу все шло гладко, пока мы не нарвались на Ариана Лавалета. Лавалет. А день... ну день штурма утра это то же самое было, да. Бум. Геральт переоделся. Перчатки вообще не в тему, если честно. Перчатки, да. Я помню, в этой игре перчатки — это особое зло. Максимально не в тему штука. Но это перчатки травника, дает дополнительные алхимические ингредиенты. Я так чувствую, с этими перчатками будем всю игру проходить. Так, верните, пожалуйста, доспех ворона. Так, и все. Ну что, пойдем махаться. За Тиверию, парни! Гори! Убить 10 противников подряд, не потеряв здоровье, дали ачивку. Бля. В смысле? Я думал, мне кажется, эта ачивка одна из самых страшных и злых. Ну, типа, получить ее вообще невозможно. Серьезно, что ли? И гнездо паразита! Лорд Сексон, пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки! Ваше Величество! За мной, господа! За Тимерию! Лорд Сван, вы и ваши люди, за мной. Надо достать Ариана Лавалета и сломить дух защитников крепости. Будет исполнено. Геральт, господа, за мной! Вперед! За славой! Отступать, Блин, и не жалко им замки было разрушать, куда конечно. прете, как стадо баранов? Хорошо стоят, сукины дети. Просто строишь замок 100 лет, а его разрушат типа за пару дней. Кайф. Грустно. Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток. Есть мысли, что делать? Баллиста нам поможет.
Новое задание — убить защитников баллисты. Ну, чувствую, нам здесь и напихают. Я очень плохо дерусь пока, очень плохо себя чувствую в управлении. Прям очень непривычно. Так. Дай. Дай. Если что, устал быть тебя. Чего? Подняться? Куда подняться? Ага, прыгнуть. Так. Технология. О, физика. Ну хана тебе. Помогите, помогите. А у меня есть какой-то эликсир? Я могу что-то выпить? Нельзя выполнить это действие здесь. Здорово, мужики! Вайф. Ой, бля. Это я зря. Ай, больно же. Сраные вы лучники. Богохульники! Так, стоп. Что здесь? Да не подняться, а поднять. Ага. И зачем я сюда поднялся? А, умереть? Ладно. Допустим. Хорошо, здесь загрузка быстрая. Вообще супер круто. Так, ладно, туда мы не идем, я понял. Но я хотел проверить. А вот у меня слева снизу два слота. Типа, первая магия, понятно, а второе ловушка. А как мне ее поменять? Было бы странно, если бы в игре 2011 года была загрузка долгая. Ну вот, допустим, первый Ведьмак грузился гораздо дольше. Тут не влияет от всяких вот этих штук. Типа, если у тебя мощнее компьютер и загрузка будет быстрее, это не факт. Это абсолютно не факт. В старых играх, наоборот, сейчас проблема в том, что ядер было меньше и на них рассчитывалось. А сейчас ядер много. Первый Ведьмак — это очень старая игра, второй уже выходил в эпоху другую. Ну, в целом, да, ты прав. В целом ты прав. Ну, самый главный прикол — это оптимизация, на самом деле. Так, мне вот интересно, как сменить слева, снизу вот эту вот ловушку на что-то другое.
Ну, вот условно, я хочу туда, не знаю, кинжал воткнуть. Кинжаль. Ну, 15-й год это уже история этих RTX карт, так что в целом все хорошо. В целом уже все хорошо. Те игры уже, которые, я и говорю, что которым, наверное, от 10-го года и старше, вот тем уже плохо будет. Те будут плохо себя чувствовать. Так, где ловушки? Бомба. Яды всякие. Ну, все. Все, вижу. Все, я поменял. Ага. Так. Так, все. Кайф. Богохульники! Так, здесь все, идем отсюда. Нам опыт какой-то дают вообще за это? Или я просто так их убиваю? Ну, в целом, потихоньку привыкаю. Потихоньку. Использование знаков. Ага, ну так и... А можно вот этого заколдовать? Эй, мужик! Мужик, иди сюда! Я тебя заколдую! Иди бей их! Иди убей их! Понял. Больно. Что-то мой заколдованный ничего не делает. Ты где там? Не того я, получается, заколдовал, но он мне не помогает. Черт. Давай щитовика заколдуем, ну-ка. Хорош. Вот, другое дело. А мы этого в задницу понатыкаем. Ой-ой-ой, расколдовался. Так, хорош. Ну, пока что против щита лучше всех показал себя вот этот Ирден. Сейчас нас убьют. Богохульники! Управление баллистой. Ну-ка.
Давай, 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 давай. Огонь! Началось. Стреляй, Геральт. Давай, 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 давай. Иди убей их всех. Рыцарь-убийца, убей их всех. Молодец, иди сражайся за меня. А я пока вот этого дядьку вальну. Нет, 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 нет. Так, а здесь лучник был, нет? Или мне показалось? Показалось вроде. Вот и все. Тут нет никаких, не знаю, чего-нибудь. Сюда. Это? Они так и не поняли, в чем дело. Это ассасин, и он упал с токстена. Это пасхалка ассасина. Хорош. Бля. Я вот не помню, я ее находил тогда, когда играл или нет. Прикольно. Подъебали. Что, промахнулся, типа мимо стога сена прыгнул или что-то в этом роде. На башню, парни! Все на башню! Боги с нами! Так, денежки. Денежки не пропускаем, деньги нужны. Вот с деньгами здесь был дефицит. Может, я плохо играл, может, я там кого-то не убивал, не фармил, не знаю, что-то не догонял по тем временам. Но у меня был прям дефицит, я помню. По деньгам, по ресурсам, вот это все было тютелька в тютельку. Поднимись. Спасибо. О, черт. Кто тут еще остался? Все? Король убежал сам всех убивать. Ты че, король? Безбашенный.
Подожди, а там что? В атаку! За дверью! Хорошая смерть! Неплохо. Жалко, ничего не дали. Двери! Крушите Стоп. двери! Эй, с топорами! Руби все в щепки! Ой, а чё это я в самое пекло попал? Ай-яй-яй, вот меня и вальнули. Ну, допустим. Просто в пекло не надо лезть и почаще уклоняться, вот и все. А мы, как всегда. Ой, нет, 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 нет. Тихо, 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 уходи. Больно, больно. Давай мы сюда ловушку бахнем. Ладно. Не помогло. Вот, другое дело. Вы там его убейте, я постою. Ой, что-то дали. Усиление доспехов, усиление чего-то там дали. Можете использовать его, укрепить куртку, ботинки, перчатки, штаны. Снаряжение. Усиление доспехов, броня +1. Слушай, я думаю, с нашей броней мы походим еще какое-то время, поэтому можем и усилить. Потому что броня у нас хорошая, прям +7. Здоровье дает. Я, конечно, могу ошибаться, но я думаю, что давай. А еще у нас какие-то руны были. Подожди, руны. Руны, руны, руны. Точильный камень. Руна огня. Руна луны. Это все в меч, да? Урон +5. Здоровье. Здоровье +25. Что? Жалко, мне руны тратить не буду. Мы заберем весь лут в третьего ведьмака, я обещаю. В скобках нет. Мы в любую другую игру заберем, неважно. Отступитесь! Мы вас Доспех перебьем, ворона. как бешеных Нет, весь лут. собак! Ариан Лавалет. С этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан! Я буду обращаться с тобой по чести! Ты задолбал, твое величество!
Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Ты еще не понял, Они мы собираем... отлично защищены. Мы собираем вообще весь лут во всей игре. Все, что есть, собираем, все, что можем унести. И не тратим это все. Мы это носим из игры в игру просто. Потому что нам жалко. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы из Старого Барона, владетель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывать ведьмака! Новый уровень. Подожди, а качаться я могу всегда, да? В любой момент. Мне не надо никакой медитации, ничего, да? Кайф. Путь заблокирован. Ага. Подожди. Тут заново надо вкачивать. Я понял, я понял. Вот почему у меня нету всяких штук. Я понял. Так, ну давай восстановление энергии вне боя. Блин, вне боя это отстой. Здоровье. Метать ножи. А я и не могу ничего. А где 230 мозгов утопца? Но они в мешке, их Лютик принесет скоро. Мы его спросим, он такой: Геральт, ты не поверишь, на меня напали, и я все потерял. Такой, бля, Лютик, я столько копил. Лютик, блядь. Да-да-да-да. Вот здесь, по-моему, вот эти умения. Поджигатель, шанс нанести, наемный убийца. Вот, по-моему, вот эти вот умения всякие можно открывать, они скрыты, пока сам не догадаешься, как и что делать. Так, ну подожди, а почему я не могу вкачать? Мне не дает возможности. Путь заблокирован. Свойства, выбор. Может, через медитацию все-таки надо? На вас напали. Потому что на нас напали. Геральт, идиотина, встань, спрячься. А здесь нельзя. А здесь можно? Вот, Ладно. Здесь прокачаться не судьба, я понял. А что мне надо было сделать? Прикройте меня! Это я бомбу кинул, да? Какой я молодец. Тирану! Смерть Фойнтесту! Так, подожди, можно в обход пойти? Пойдем в обход. Нет, сюда нельзя. Предлагаю засейвиться. А здесь прокачаться можно? Ну-ка.
Ля-ля-ля. Мы тут поспим часик-другой. Так, я хочу... Наверное, так. И, наверное, второй уровень хочу. Восстановление в бою и вне боя. Вот так, чтобы было. Парировать атаки. Восстановление энергии. Вот твердость духа тоже хочу. Отражение стрел. Ну, под вопросом, но тоже, наверное, прикольная штучка. Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Проверяй. Как знаешь, спаси своих солдат. Но мы всегда предлагаем мирный вариант. Почти. Но если он не совсем злодей, типа мы обычно предлагаем какие-то варианты им. Геральт из Пиви. Вообще-то. Вообще-то Гервальд. Или Гердальф. Или... Не знаю, там всякие имена у него есть. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с нильфгардцами икшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтестом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Как знаешь, сложи оружие, глупец. Второе предупреждение. Оружие, парень, это не игра. Не губи людей. Сдавайтесь, и король будет милостив. Дженнифер и Геральт Хватит из с моей Пиви. матери королевских милостей. И Лето из Что ты Галеты. собираешься делать? Бросишься на меч или убежишь? Он сделал из нее потаскуху, а потом отрекся от нее перед всем королевством. Это правда. Только резня или геройство этого не изменят. Теперь бросайте оружие. Если с моей матерью что-нибудь случится, я найду и убью тебя. А, да, мы его все-таки уговорили? Я вообще не помню по сюжету, что. Помню только про выбор. Ну, кого там? Эльфы или люди? Вот это. И все, больше вообще ничего не помню. Ариан Лавалет сложил оружие. Надо же. Ты говорил с ним? Пару минут, перед тем, как его забрали в камеру пыток. Изменникам у нас нелегко приходится. Рассказывай. Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Аэдирна. Он нас всех едва не сжег. А полдень, день штурма. Ариан Лавалет сдал замок! Открывайте! И что, он жив? Да жив, жив! Я не мстительный! Открывайте! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Костюмчик огонь. Мне очень Похоже нравится на то. ее броня. Мои чары не помогут. Очень крутая. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Нас Войны опять мне переодели. сегодня хватит. Заманчивое предложение. О, смотри, особый отряд короля. Хорошо, хоть мечи не меняют. Покажите только его! броню.
Ты мне не веришь, пес? Открывай сейчас же! Оу, ну здравствуй. Государь. Верно, Роше. Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалетты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они? В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост! Закрыть короля! О, дракоша. Блин, драконы — это имба. Прячься! Дракон! В укрытие! Бежи! Берегите короля! Под крышу! Пальцы вымотался тяжелый арбалет! А ведь и правда дракон. Настоящий. Даже не верится. Все не так просто. Эта скотина спалит мне армию! Ведьмак! И как с такими чудовищами бороться? Никак. Бежать от них надо. Помог так помог. Нужно добраться до города. Там у нас будет больше шансов. Правда, что ведьмаки не охотятся на драконов? Прячься! Ну, Богохульники! Похоже, этот дракон про ваши правила не знает. что ты мне предлагаешь? Прыгнуть на него с мечом? Понятия не имею. Ты тут эксперт по чудовищам. Ай, бля. Ворота! Они у ворот! Бей! Рис, свали. Рис, свали. Богохульники! Отбросим их! Все назад! Я открою ворота! Мне кажется, это самая красочная по магии часть игры Ведьмака. Она прям сочная такая. Я разберусь! Опять будем Ирден качать? Нет, это даже не знаю на самом деле, чтобы я вкачал. Я, наверное, по пути меча пойду. Может быть, что-то немножко по магии, поначалу, ну, начальные самые. И, может, в алхимию что-то. А можно как-то посмотреть? Не дают посмотреть пока. Я телепортируюсь, но вас вытащить не смогу! Бегите! Бежим! Уходите! Я... Рис! Мост горит! Быстро сюда! Да жопа горит, бежим! Бежим! Вот черт. Как же все время меня флешбэкает с Dragon Age. Все-таки оставил мне в памяти вот этот след из Dragon Age, всякие истории драконов. Гребаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как все закончилось. Архидемон? Нет, там же много драконов было. Там чуть ли не в самом начале игры ты находишь какой-то рог, потом выходишь на улицу из пещер, там какого-то храма древнего, и на горе сидит дракон. Но он типа сидит просто, ты не можешь ничего с ним сделать. И когда ты додумаешься подуть в этот рог, чуть ли не в самом начале игры, ты, короче, бьешься с этим драконом. И там еще будет дракон, и еще один дракон. То есть еще два дракона до архидемона.
И это круто. Очень круто. С того момента, как рухнул мост, ты почти все Это про первую часть. Это все первая часть. Вторая там вот этот вот... как его там звали? Забыл. Там семейство кровавых вот этих драконов. Забыл, как того мужика зовут. Мне он вообще не понравился, конечно. Но я все равно прошел все части. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. Первая часть самая имба, но она самая и долгая на самом деле. Ха, а говорили, под стены не подойдем. Полдня, и город взят. Доложить обстановку. Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фэн прижал жреца. Тот сказал что-то о охоте под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец... Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Силас, бери двери на себя. Фэн, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернон умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся Вызима позавидует. Солдаты лавалетов ничего не сделают детям баронессы. Я не успокоюсь, пока их не увижу. Надо действовать быстро. Бунтовщики сами загнали себя в западню. Я не хочу ждать, пока они догадаются, что детей можно использовать как заложников. Я помню только одного дракона, может, я не натыкался. Но вот я говорю, там, как в первом Ведьмаке, тебе ни о чем ничего не рассказывает. То есть игра тебе не подсказывает ни о чем. Если ты сам допетришь до каких-то вариантов, то да. И в диалогах. Если для тебя не будет спойлером, и вообще, типа, тебе все равно, я могу тебе рассказать. Да, Флемет превращается в дракона, да. Это получается второй дракон, помимо архидемона. А первый дракон вот прям чуть ли не в самом начале игры получается. Как только у тебя вот чуть-чуть силы появляются, ты отряд собираешь, идешь в этот храм Андрасте какой-то. И потом вот после прохождения этого храма на горе сидит дракон. Ты нажимаешь на какой-то рог, у тебя в инвентаре... Ой, сейчас, секунду. Ой, будь здоров. Так, да, и это после использования рога спускается дракон к тебе вниз, и ты дерешься с ним. Я вообще не был готов, я помню, и прям все использовал, вообще все, что у меня было. Но я его побил. Может, Роше вытянет что-нибудь из этого жреца? Город большой. Чтобы найти детей, нужны хоть какие-то зацепки. Я рассчитываю на него, но время не ждет. Осмотрись вокруг. Тут может быть тоннель, какой-нибудь подкоп. Поищи его. Мои люди тебе в таких делах не чита. В лагере стражей? Нет. После лагеря. После нападения темных. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Порождение тьмы. Где топоры? Когда ты уже сам по себе. Лагерь стражи это типа пролога, что-то такое. Ну, чисто вступление пока. Вот когда ты только начинаешь сам же играть, по карте там двигаться, вот там. Так, во-первых, переодеться. Опять нас переодели в этот дурацкий доспех. Ладно бы хоть в эту кожаную куртку классическую, да, переодевали бы. Так вот эту зачем-то.
Так, ну-ка. Карта. Угу. Интересная карта. Вот я когда ругаюсь по поводу тех игр, где нету карты, я говорю, вот хотя бы такое что-то рисуйте. Не обязательно детализировано, но хотя бы понимать, куда тебе идти. То есть там направление хотя бы, чтобы ты понимал. Потому что я уверен, что таких, как я, с топографическим кретинизмом очень много людей. Да и в целом мало кто хочет запариваться. Типа продумывать, запоминать какие-то локации. Обычные грабители. Мы ни в чем не виноваты. Черт, Я всегда был уверен, как он что выглядит, его этот величество. Софьян? Жена сказала ей Столько туфли мужиков привезти. сложат Нужно было Обычные Как он грабители. выглядит, этот Софьян? Жена сказала ей туфли привезти. Стоп. Можно зайти. О, мистер Грабитель Ведьмак вернулся. Опять что-то натырил. Мы тоже подданные короля. Что у вас тут есть? Есть что вкусненькое? О, есть. Спасибо. А теперь, сучьи дети, вы ответите за измену. Какую измену, милздарь солдат? Мы с ними точно нельзя поговорить? Черт. Не разбираемся. Как он выглядит, Как будто бы... этот Софьян? Вот вы и начали. Жена Можно сказала было. ей туфли привезти. Что с нами будет? Король решит. А теперь к стене. Кончай трындеть. Так, хорошо. Черт. Как он выглядит, этот Софьян? Жена сказала ей туфли привезти. Подвал. Подожди. Это, видать, уже квест. Ну, сюжетка. Тут еще какие-то домики есть. Боги! На помощь! Ах ты, Заткнись. гаденыш. Пора платить военные подати. Золото и серебро на стол. Молча. Эти люди без оружия. Проваливай отсюда, не мешай. Убирайтесь. Так. Это типа хитрость, да? Это колдунство. Давай наколдуем их. Убирайтесь отсюда. Знаки из Наруто. Слушаюсь, милздарь. Уходим. Спасибо вам, милздарь. Спасибо. Моя помощь стоит денег. Лол, помочь их от... спасти их от солдат, которые требовали деньги, чтобы себе их забрать. Будь осторожней. В следующий раз может не повезти. Спрячься куда-нибудь. Я должен найти жену. Я видел, как ее гнали вместе с остальными, Это гениально. будто скот. Удачи. Еще запросил бы в 2 раза больше, знаешь, вот это. Я вас спас, платите мне. Пиздец. Так. Что тут еще есть интересненького? Огонь очистит ваши злые душонки. Остановить солдат. Нечего здесь глазеть. Где тут люди? Это прихвостни лавалетов, а сорняки надо выдирать с корнем, чтобы не разрастались. Измена, как чума. Никто отсюда живым не выйдет. А ты не подходи сюда. Я не стану смотреть, как вы убиваете безоружных. И что ты сделаешь? Убью тебя. Все свидетели, я не хотел твоей крови. А, да?
Больно. Ты победил. Пощади. Выпустите людей и убирайтесь отсюда. Открыть двери! Я рапорт напишу. А, пиши, что хочешь. Если вы, сучьи дети, еще раз попробуете что-нибудь сжечь или тронете хотя бы одну женщину, король об этом узнает. Ой, бля. Я не думал, что можно загореться. Сейчас умрем еще. Лол. Мы ведьмаки, народ бедный, поэтому... Да, дайте денег. Прикольно, что можно почти в каждый дом зайти. О, тут что-то много чего. Стеганая кожа какая-то. Это типа броня. Подожди, а где моя улучшалка? Я же на броню вешал улучшение, теперь у нее нет. Она типа временная, что ли, была? Я же вешал там какое-то улучшение, да? Был же. Стопудово было. Все, больше нету. Может быть, из-за кат-сцены, типа, эта броня забагалась как-то и обновилась заново. Ну, это прикол. Ладно, ничего пока вешать на нее не буду. Мало ли опять скипнется какая-нибудь. Улучшение какое-нибудь. Отходим! Отступление! Вали, ведьмака! Суки взяли! Мы же проверяли этот портал. Из-под земли, что ли, вылез? Давай, давай. Хорош. Хорош. Откуда эти суки взялись? Мы же проверяли этот портал. Из-под земли, что ли, вылезли? Так. Легкая кожаная куртка. Это мы все продадим. Загородить проход, живо! Ловушка. Другой путь найти.
Тут заперто. Может быть, Ардом? Нет. Может быть, тут? Тут дверей нет. Может быть, тут? Тут тоже двери нет. О, мы здесь не были, лол. Как это я так? Столько всего упустил. Блин, а как туда попасть? Может быть, ты знаешь, как туда попасть? Откуда эти суки взялись? Мы же проверяли этот портал. Из-под земли, что ли, вылезли? Капец, тут красиво, конечно. Просто вау. Ну, больше всего, конечно, красоту создает вот это освещение, на самом деле. Если его отключить, то не так-то и красиво здесь. Ну, хотя в целом неплохо. На наше время вообще топово. Просто в это время выходила Ларка. Первая, как он там назывался? Просто Том Райдер, да? И там она была покрасивее. Там виды были красивые, прям жестко. Курица! По-любому пасхальная курица была. А теперь, сучьи дети, вы ответите за измену. Какую измену, милздарь солдат? Мы люди простые, в политиках не разбираемся. Так, и что ты мне показал? Вот вы и начали скулить. А, как пройти? Столько мужиков сложат головы из-за одной бабы. Как он выглядит, этот Софьян? О, нет, курица. Она сказала ей туфли привезти. Ну вот теперь будем с этим жить. Так, устранение преград. Будем теперь с этим жить. Не отступать! Ой, Данил, твое сестро! Все? Или еще кто-то остался? А ну выходи. Махаться будем. Так, это ход, получается, опять в секретный вход, да, какой-то? А что тогда было там, в домике? Если здесь это квест, то что там тогда получается? Я думал, там именно вход в монастырь. Боги карают тех, кто проливает братскую кровь. Я уже честно забыл, в каком доме это было. Кажется, в этом, нет? Опять курица. Нет, не в этом. В этом мы вообще не были.
А, вот в этом. Какую измену, милздарь солдат? Да, Люди да, вот в этом. простые, в Сейчас политиках не посмотрим, что разбираются. здесь. Кто с нами будет? Здесь просто подвал, получается, какой-то. Секретный подвал. Пещера Бэтмена. Так, спасибо. Спасибо, отлично. Я думал, здесь сюжет, я даже сюда не сувался до последнего. Выпустите нас, милздарь солдат! Заткнись! Мы ни в чем не виноваты. Это пускай король решит. Так, сейвимся, погнали. Опять лезем в какую-то сранину. Какую-то канализацию. Так, темнота, друг молодежи. Вы в темной комнате, приспособьте глаза к темноте, выпив эликсир кошка. Чтобы выпить эликсир, мы не успели прочитать. О нет, о нет. Как мы будем жить? Да вроде и так видно, кстати. Так, можно вниз спрыгнуть. А, тут закрыто. То есть у нас один ход, только вниз. О! Ну здравствуй. Ты кто, утопец? Здесь они сексуальней. Ой, бро, больно. Так, меч не тот, меч. Не тот меч. Меч не тот. Один хп остался? Что? Утопец наносит урон 108. Геральт наносит урон 15. Помогите, меня сейчас убьют. Я же Квен выбрал. Бля, помогите. Ну, прыгай на ловушечку, молодец. Япона, мать, они, конечно, жесткие. Крутой ведьмак такой, ай, бля, помогите. Вот поэтому он работает один, чтобы никто не видел позора. Вы думаете, что он говорит все время? Я работаю один, я работаю один. Вот почему. Так, а что там светилось, кстати? Утопец первой части, и это... Место силы. А, это баф какой-то просто, да? Достаточно войти в него. Ясно. Ясно, понятно. Наверное, надо было выпить какую-нибудь ласточку или что-то в этом роде. Здорово, надоел? Здорово, здорово. Как твое ничего? Рассказывай. Опа. Какой же второй Ведьмак кайфовый после первой в плане графики. И это да. Но единственное, что здесь прям выкручена на максимум контрастность. Она прям максимально выкручена. Но есть от этого и плюсы. Магия здесь выглядит прям сексуально. То есть она самая красочная из всех трех частей. Она прям сильно красочная. Но Ведьмачок, конечно, да.
Офигенный второй. Мне очень нравится. Боевка, правда, на геймпаде очень странная здесь. Что за место, не припомню. Это самое начало игры. Под замком мы в канализацию в первую спустились. Это первый наш утопец был только что. Как дела, надоел? Да все отлично. Лучшие дела в жизни. Мы же в Ведьмака играем. Что может быть лучше? На выходных GTA 5 прошел 3-й раз. Ого, я ни разу не прошел. Я дошел до миссии... я легендарно дошел. Короче, миссия, где взрывается телефон у чела. Мы грабим банк, у меня появляются первые большие деньги. Я ставлю все деньги в инвестиции на вот этого Илона Маска местного, да. Взрывается у него телефон, короче, и все акции падают, и я оказываюсь бомжом. И я удаляю игру. Все. Это все мои достижения по игре GTA 5. Да, это ж надо было так, чтобы все совпало, да? Классно. О, черт, топец. Помогите. Да ты смердишь. Еще есть враги? Пройди потом, отличная игра. Мне вот что в GTA не нравится, то что у нее нету дубляжа, и половина диалогов происходит во время того, как ты какие-то погони устраиваешь. И так все руки заняты, и так еще и глаза должны быть заняты дорогой и параллельно чтением субтитров. Это жестко. Я понимаю по-английски ровно половину того, что они говорят. Но этого мало. Не понял. Здесь не пройти. Легко, один глаз на субтитры, другой на дорогу. Ну да. Не, игра блокбастер. Они же собрали все самые топовые из фильмов сцены и создали из этого игру. Это, конечно, да. Это круто. Так. Подожди. Может, мы какой-то ключ должны найти? Я что-то подзаблудился, если честно. А у тебя как PG дела вообще? Ты говорил, там у тебя интернет сломался? Починил или как? Оно светится, как будто бы надо разбить, но... Бля, я понял. Сюк. В Resident Evil играл? Я только старые Resident играл, вот на PlayStation, которые первые, вторые были. Новые и современные я вообще не играл. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нифига ты мочишь. Больно. Как же меня сейчас ловушка спасла. Интернету до сих пор моментами плохо, но лучше, чем вчера. Блин, плохо. А ты думаешь, что у тебя в компе сдохло, да? Чё-то. Сетевуха.
Я позже поиграю в Resident Evil Village. Скажи, что там как. Но мне вот эти вот Резиденты не особо нравятся. Вот Village, вот эти спин-оффы, которые... Мне больше нравится вот 4-й, если я не ошибаюсь, был прикольный. Вот современные сделали, который ремейк. Мне кажется, клевый. А вот эти вот супер мутации, когда они там, черт пойми кто, уже что-то как-то неинтересно даже. Как будто бы. Ну, в общем, в любом случае, поиграешь, пиши. Обязательно. Будет интересно послушать твои впечатления об игре. Так, а мы здесь были? А, мы отсюда пришли. Так, потом там закрыто. Ага, окей. Ну и так Wi-Fi отличается сам по себе. В Note 5G очень сильно тормозит стабильно. 2.4 работает нормально, скорее всего, что-то сломалось. Ну хули китайский Note. Ну да. У меня знакомая вот в ремонт отдавала где-то полгода назад. У нее тоже, она и винду переустанавливала, и что только она не делала. По итогу сетевуха вот у нее полетела. Ей новую поставили по гарантии. Ну и повезло, что ноут еще по гарантии был. Ну тоже непонятно было. То есть я там и ковырял, вроде бы все нормально. Интернет даже работал местами. В какой-то момент типа он работал, а потом он включался. Я думал, это что-то системное. Ну так оно похоже было. А по итогу сказали, что полетела плата сама. Вот так вот. Но это Asus у нее был. Компу, благо, провод проведен. Ну, самая стабильная на проводе, если честно. То есть я на Wi-Fi вообще не представляю что-то на постоянной основе. Так, изредка, может быть, что-то, какой-то кинчик посмотреть. А если, допустим, тот же стрим запускать, точно нет. По проводу 100%. Так. Так. Ну-ка, взял лут быстро. Блин, вот гаденыш. Кстати, в третьем Ведьмаке тоже такая же проблема была. Хрен доберешься. Оно подсвечивается и только тебя дразнит. Скаэтаэли. Наши любимые в кавычках эльфы. Вообще, может, и в системные. У меня один момент DNS-сервак сменил на ноуте, Wi-Fi совсем не работал. Ну вот, знать бы точно. Может быть, и с интернетом просто проблема. Какие-нибудь там сбои. Сейчас же что только не творится. В целом. Я вон один раз вообще в панику впал, когда этот... как эту хрень называют? Общую сеть интернета. Что-то там поломали, и просто полдня не было интернета. Я такой, у меня интернет сломался. Нет, у меня, наверное, комп сломался. И просто потом читаю через пару часов новость, что ну, там что-то у них сломалось. Весь интернет лег, типа. Я такой, а, да? Блин. Где ж вы раньше были? Cloudflare, или как оно там называется, уже эта хрень. Черт, меч не тот! Меч не тот! Не тот меч! Как же здесь жестко режется урон, если меч не тот. Прям очень сильно.
Так, что тут? Дай. Сейчас будет перегруз, как в Скайриме. Буду ходить, как этот. Нам срочно нужен оруженосец, я не знаю. Я не могу не лутать все. Это болезнь какая-то. Я обязательно должен, просто обязан залутать все. Лютик, ты где? Да-да-да. Лютик, мой оруженосец. Быстренько. Я помню, как у нас по всему Дальнему Востоку свет на день рубанули. Я тогда с работы раньше ушел. Вот кайф был. О, это я понимаю. Вот это я люблю. Соглы. Форс-мажоры рулят. А мы, кстати, я тоже думал, что будет счастье полные штаны. У нас тоже, короче, рубануло во всем городе свет. И мы работали. Я такой, вы совсем ебанулись или что? А у нас, короче, я работал тогда на складе. И у нас техника ездит без фар. Просто в потемках. Ну, там ворота понаоткрывали, немножко так светло стало, посветлее. Но все равно и были места, где реально просто темнотень. И такой шум погрузчиков туда-сюда, туда-сюда. Я говорю, рот, вы что творите, блядь? Да. Ну так вот. Мы ж бедные люди, мы должны зарабатывать всегда 24/7, иначе обанкротимся. Сейвы перенес. Ага. Вот у нас броня ворона. Получается, арандит. Ну, я, кстати, разочарован в арандите. Он немножко... Простой меч. Не вот эти вот треугольные... Как они называются? Гарда или как она? Я все время забываю, как эта хрень называется. Плечи меча вот эти. Они должны быть такие острые под углом, а тут у него обычные. Ну и махакамский меч. Да. Тоже прикольный. У меня в первом Ведьмаке получилось 800... Что-то там 886 сейвов, кажись. Я люблю сейвы. Каждый угол просто сейв. Я посмотрел, я же почистил сейвы. Надо было заранее посмотреть, сколько они весят. Но вот у меня 20 где-то сейвов осталось. Это 1,5 гига весило. Я вот сейчас посмотрел. Ну, перед стримом. 20 сейвов, 1,5 гига. А было 800. Сука, почти терабайт, наверное. Поэтому она и тормозила, когда я нажимал кнопку загрузить. Красотища. Отдельный жесткий диск нужен под сейвы, реально. Игра весит там что-то типа 2-3 гигабайта, и сейвы к ней там несколько терабайт. Ну чё, бывает. За баронессу! О, Акси, огонь. Ни хрена себе, меня кровью залило. Чисто один сейф весит, как маленькая инди-игра. Ага. Супер круто. Так, опять что-то снял. Блин, менюшка здесь, конечно, очень необычная. Незамедлительно, то есть немедленно отвести все войска и занять оборону у дорог. Так, хорошо. Смерть тиран. Окей. Мое. Так. Весь интерфейс двойки будто под геймпад делался. Мне кажется, он и изначально делался на какую-то консоль. Или нет. Но менюшка, конечно, неудобная.
То есть изначально у тебя почему-то, ну как, ты вот меню запускаешь, и у тебя почему-то слоты и снаряжения твоего это первоначальное. Не левая часть вот этого всего, а именно вот эта часть. И когда ты листаешь, ты забываешь, что у тебя вот она вот здесь, с правой стороны все. И вот я только что перчатки снял именно по этой причине. Я долистал до приказов солдатам, думал, что я сейчас их выберу, а выбрал перчатки и их снял. Ну, такое странное что-то. И очень странное вот это меню колесовое, колесиковое. Оно типа, ну, как крестовина. Оно не... У них нет диагоналей никаких. То есть это строго вверх-вниз, потом назад, назад. Вот это вот. Вперед, назад. Нельзя, как в третьем, допустим. По диагонали выбрал куда-то, в какую сторону, и вот. Ну, надо привыкать надо. Так, сразу со старта мне поднасували там этих солдаты. В тренировке мы поиграли, блин. Убили просто сразу. Да. В тройке также? Нет, в тройке ты нажимаешь ну, как называется? Контекстное вот это меню, и просто выбираешь сторону, в какую сторону. А здесь ты не можешь сторону выбрать. Здесь строго вот ты открыл, нажал налево, потом вверх-вниз. То есть нет такого, что ты прямо со старта вот нажал налево и выбрал знак. Нет такого. Я про то, что в тройке интерфейс в первую очередь для консоли делали. А, ну это да. Интерфейс тройки, конечно, дешево, очень дешево сделан. Если здесь он нарисован красивенький такой, то в третьей он супер дешево. Просто какая-то Excel таблица и куча несортированного лута. Почему-то бомбы, ой, не бомбы, а эликсиры вместе с настойками. Нельзя, неужто нельзя было разделить? Максимально неудобно. Всегда эти круги выбора делают с расчетом на консоли. Ну, это да. Ой, черт. А можно назад? Ай, бля, дверь закрыли. И гнездо паразитов. Ой-ой-ой-ой. 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 Не в ту дверь зашел. Отбросим их! Вперед! Давай, 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 давай. Иди бей их всех. Иди убей их всех. Иди их всех убей. Хорошая смерть. Иди, убей их всех. О. Вперед! В атаку! Богохульники! Богохульники! Ты там как? Это не рыцари! Это изменники! Пленных не брать! Че ты машешь? Машешь там тут. Ай, бля. Богохульники! Так, бежим. За Тимерию, парни! Смерть за Тимерию!
Живая смерть! Богохульники! Нет! Я думал, он заколдованный в ловушке стоит. Ладно. Ничего, бывает. На такой сложности это норма. О, боги! Мама! Вот тебе и мама. Мне не поможет ни мама, ни папа. Нужен ключ. Там сундук. Я хочу ключ. Может, он где-то на этом самом был? На кладбище? Блин, если он на кладбище, то мы его обязаны просто найти здесь. Это было бы, конечно, странно. Но вдруг... И вот эта механика трогать свой медальон, это тоже такое. Ладно, пускай трогает, но зачем останавливать персонажа при этом? Вот это непонятно. Зачем вот так вот идти, хоп. Так, ну что, готовы? Что выбрать? Не знаю, давай попробуем тоже заколдовать все-таки. Через колдовство попробуем с ним подраться. О, молодец. Давай, убивай их. Ой, нет, не то хотел. Тихо. Спокойно, мужики, спокойно. Да ты бьешь, нет? И гнездо паразитов. Помогите! Помогите! Богохульники! Вперед! Нет, бежим. Очень плохо, очень плохо. А я не сохранился перед дверью, да? Молодец. Молодец. Мама! Опять не сохранился. Ну ладно. Давай, мужик, мы в тебя верим. Паразитов. Так, минус. Минус я. О, нет. Как он прям чувствовал, когда расколдовываться. Он прям передо мной расколдовался. От него еще магия даже не развеялась. Он меня уже ушатал. Гаденыш такой. О, боги!
Сейф. Погнали. Подходи по одному. Не отступать! Это не рыцари! Это изменники! Пленных не брать! Отбросим их! Так, он сейчас расколдуется. Давай, добивай этого и этого. Хорош. Так, а этого дядьку придется поджарить. Тиберию, парни! Смерть за Тиберию! Хорошая смерть! Бежим. Нет, не то! Вперед! В атаку! Хорош! Хорош! Так. Это не Больно. рыцари! Это изменники! Пленных не брать! Ну как-то так. Как-то так. С 5-го раза, да? Ключ. О, ключ. Так, лежит предмет, очень важный для выполнения задания. Ага. А, так это по заданию был сундук. Я думал, секреточка какая-то. Закрыто. Тихо вы там. Ломать не строить, блин, вот это вот. Сейчас я вам дверь открою, что вы творите? Сейчас мой король. Сейчас я побегаю, травушку пособираю всякую. Дверь открыта. Так. Старые кожаные перчатки. Охренеть, вот это да. Магический урон, броня +1. Но наши лучше. Перчатки травника, имба. Это супер имба имбы. +1 дополнительный ингредиент. Алхимический. Правда, мне особо нравится, как они выглядят. Они вообще не сочетаются ни с чем. Мне кажется, мы с ними вообще всю игру будем проходить. Есть такое подозрение. Из-за этого бафа. Но это не точно. Так как я не особо любитель использовать всякие эликсиры и так далее, потому что мне жалко их использовать. Да. Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете. И самым богатым. Ловлю тебя на слове, король. Видишь, Вернон? Геральт справился. Очень вовремя. Жрец изволил отправиться к своим богам. Я видел на реке Скаэтаэлей. Где именно? Сколько? Как выглядят? Хрен с ними, с эльфами. Потом разберемся. В монастырь.
А мы долго будем молчать, что во втором Ведьмаке броня Ворона, которая нам досталась с первой части, это броня Волка из третьей Кусочки части. головоломки начинают складываться, Геральт. Или ты говоришь правду, или очень складно сочиняешь. Я хочу услышать остальное. Дети Фольтеста, монастырь. Что там произошло? Если бы не Тайлис, мы добрались бы туда одновременно. Не отвлекайся, ведьмак. Что же, Верховный Жрец говорил правду. Его Величество Фольтест, король Тимерии. Артур Тайлис, бывший граф Несвельд. Я подписывал тебе приговор. Да, баронесса меня помиловала. Как неудобно получилось. Где Анаис и Бусси? Ты про королевских отпрысков? Не испытывай моего терпения, Тайлис, и я обещаю тебе легкую смерть. Признай, Фольтест, перед богами и людьми, что Буси и Анаис – плоды твоего греха, а не твое потомство. Покайся! Скажи правду! Может, ты не заметил, Тайлис, но мои войска уже в городе. А с ними палачи, чародейки и мутант, у которого нет ничего святого. Это святое Опять место. нас переодели, Ты да не сколько можно? отважишься поднять руку на слугу Божьего. Колдуй. Где вы спрятали детей? Наруто, давай. Монастырь. Шеринган и колдуй. Они Не вместе удалось. уединение. Что? Что это значит? Богохульство! Чародейские фокусы! А, то есть нас заметили, типа, в этом смысле не удалось. Ударить? Заткнись! Я даже не знаю. Ударить. Тише, Тайлис. Мы в святом месте. Я никогда тебе этого не прощу. Слышишь меня, мутант? А нам какое дело вообще до тебя, чел? Бывали штурмы неудачные, но этот дракон был Ты как бы мне бонусов-то не дашь перегнул палку никаких. терпения. Ты просто палки в колеса вставляешь и все. Проще убить его. Вообще по Ведьмаку мы поняли, что проще всех убить. Просто вот всех убить. Встретил бандитов, лучше убей. А то потом их опять встретишь, они тебя будут опять типа пытаться убить. Кого-то прощаешь, он тебя пытается опять убить. Вот это вот постоянно происходит. Так. Какой-нибудь лутецкий здесь есть? Да как-то не очень. Так, там король. Выглядит жутковато, если честно. Они еще поклоняются этому. Говорили, я псих, а теперь землю жрут. Маленькая дубина. И арены. И еще вниз можно. Дайте мне супер лут какой-нибудь. Так. Куча мечей. А здесь я вот не помню, можно было разбирать какие-то оружки там на составляющие и так далее? Опять придется думать, что продавать, а что на составляющие разбирать. Лопата. Найс.
Так, ну неплохо поживились. Я думаю, даже что-то закрафтить из этого можно будет. Какую-нибудь приколюшку. Накеры во мгле, черчеж... О, что? Кожаные штаны. Превосходные кожаные штаны, чат. Так, а накеры это что? Вы получили новые сведения о определенном виде монстров. Совет вообще, не знаю. Ага. Кайф, кайф. И у меня все время сбрасываются вот эти карманы. Мы ж туда ставили всякую штуку. What the fuck вообще происходит постоянно? Супер. Это мы очень удачно зашли, я вам скажу. Очень удачно. Молот, секира. Вы перегружены. Вот и добрый вечер. Вот мы и перегружены. Нам срочно нужен лютик. А есть сортировка по весу здесь? Кстати, она есть. Ну а как ее включить без мышки? Это... Не очень понимаю эти значки, если честно. Ну вот это перегруз, это понятно. Ну, то есть вес броня ворона. Лопата весит 10. Вот ее выкинем. Все, 250 из 250. Ну, в смысле, 250 из 250? Вот у нас перегруз. Это нечестно. Игра нечестная. Так. Поварешка. Ей драться можно, лол. Просто ведьмак с поварешкой такой: а, защищайся! Ладно, погнали. Не, сюда мы очень удачно зашли. Кайф. Рецепт какой-то получили и вообще лута всякого. Так, а здесь карта есть местная? Нету. Ведьмачьи забавы. Убийца. Блавикинский мясник. Это да, это мы. Вот поэтому я бы, чел, я бы тебя посоветовал заткнуться. Ну, типа, все знают, кто такой ведьмак, кто такой Геральт и кто такой Блавикинский мясник. И все равно они задирают его. Чтобы спастись от дракона, нажмите кнопку QTE. Но это спойлер, кстати. Бля, QTE я не люблю. Дракон вернулся. Не могу идти. Бежи! 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 Бежим! Это уже какой-то Crash Bandicoot пошел. Нет, мы рандицию потеряли. Нет. Не может быть. Ты снова нет, спас вернулся. мне жизнь. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак.
Он в пределах вернулся. разумного. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Меригольд могла отбыть со мной, если захочет. Конечно, захочет. Ты что, слепой? Она влюблена в тебя по уши. Можете отбыть вместе. Никто не станет вам мешать. Вот тебе мое слово. Мгм. Вроде неплохо, да, все заканчивается. Можем уехать куда-нибудь. На Багам, например. Есть мод, я помню, какой-то мод был, который убирает вот эту хрень. Надо будет его поставить все-таки. Чтобы медальон работал без задержки в 10 секунд. Чтобы я мог нажать, и он сразу заработал в любой момент, когда я захочу. Кто там? Слепой колдун. Фольтест, я пришел за своими детьми. А, это Фольтест. Подожди здесь, Геральт. Ты их напугаешь. Слава богам. Мои молитвы Да. услышаны. Фольтест, да. Как можно было бы перепутать вообще? Ты на руки его посмотри, это ж вообще... Шкаф. Шифонер. Иди, Бусси. Это не мой отец. Он твой король, малыш. Колокола бьют в честь триумфа. Крепость пала, город взят. Государь, возблагодарим праотца и мать-создательницу за эту победу. Погоди, слепец. Я полгода не видел моих детей. Боги могут обождать. Послушайте меня внимательно. Мы немного поссорились с вашей мамой, но все это в прошлом. Злые люди обманули ее и обратили против меня. Но я наказал их, и теперь все будет хорошо. Не плачь, Бусси. Когда-нибудь ты станешь королем, а короли не плачут. Идут люди с оружием, государь. Дети, быстро в келью. Скоро сюда придут мои рыцари. Вы познакомитесь с ними, а однажды будете ими повелевать. Но сперва Бусси должен умыться, чтобы никто не видел его слез. В соседней комнате есть ведро с водой. Анаис, помоги брату. Так. Государь, помолимся. Они должны выглядеть как дети короля. У них твои глаза, государь. Утречка. Ну что, как первый Ведьмак, охрененно. Я очень доволен. Единственное, по сложности там, конечно, вообще, да, такое себе. Ее нет. О, черт. По мне он топовый, лучше второй и третьей части. Ну, они все хороши.
По-своему все хороши. Первый антуражностью своей, вот этой простотой и свободой такой, спокойствием. Второй очень красочный, интересный. На контрасте такой. Не, все три очень хороши. Конечно, не без косяков, не без изъянов, но... Жалко, что в первой части бюджет очень маленький был. Вот если бы им дали чуть больше денежек, вот это было бы, да. Ну вот он. Лето из галеты. Грация кошки. Кстати, на ютубе есть анализ катсцены битвы Геральда с убийцей в первой части, именно от мастеров исторического фехтования, суперский. Минут на 20, разбор прямо покадровый. Лето из котлеты. Ну это тоже может быть, да. Блин, такая подстава вообще, да? Просто жесть. Просто жесть. Ну, вообще поверить Ведьмаку могли, Геральта имею в виду, могли просто. У него ни одного нет оружия окровавленного с собой. На тот момент, когда его поймали. Ну что же, должно быть больше, Ну, я такое, ничего типа, от тебя не узнаю. за Это уши значит, я притянутое. свободен? Убит Фольтест, король Тимерии. К сожалению, ты пока единственный подозреваемый. Я сгнию в яме только потому, что Дети убийца видели оказался там, ну, ловчее короче, тебя. да. Неприятно. Не сгниешь, тебя повесят. Останови их. Я не могу влиять на приговор суда. Ну, первая часть прям очень хорошо. Я жалею, что я не прошел тогда. Еще в те далекие времена, когда она вышла. Но у меня походу вот это еще с тех времен проблем городов. Я не люблю вот квесты в городах. Это самое тухлое, что может быть в играх. Что в третьем Ведьмаке, что вот в первом началось, вот это вторая, третья. Мы просто из угла в угол бегали и типа поговори с этим, поговори с тем, отнеси туда, принеси сюда. Ну вот это вот... А ты на самом деле ничего не придумаешь по городу. То есть просто посыльный, туда-сюда бегаешь, все. Вот что можно придумать вот так, если посидев, вот какой-то квест? Ничего, наверное. То же самое и придумаешь, что было. Мне больше нравятся вот такие квесты, как там пойди убей, там вот у меня в доме какая-то бабка завелась, ты приходишь, там какая-то баба-яга какая-нибудь сидит, ты такой, умри, баба-яга, и бой на полчаса. Да, вот это прикольно. Глаза выпучил, как Кратос, и побежал такой. А по городу у нас сколько было стримов в третьем Ведьмаке по городу? 4, мне кажется, стрима по 7 часов. 4 стрима по 7 часов. Ну это ёбнися. Просто в городе находились. Из угла в угол бегали. Жесть. Просто жесть какая-то. То есть битву ставили не как сейчас, прямо на отъебись. Прямо искали профессионалов в постановке, боевки. Да, вот эти вещи очень-очень круто. На самом деле, когда разработчики к таким деталям подходят, не просто вот на отъебись, вот там, как в многих играх мы там смотрели, изба типа из дерева построенная, ну обычная, как русская изба, но только какой-то там Британии. И у них там нету окон, просто дырки. Я говорю, вы так типа живете охеренно, у вас зима на улице и просто в доме дырки вместо окон. То есть они даже не додумались, что может быть вместо окон. Типа, ой, а стекла, наверное, тогда не было. Они, наверное, с дырками жили.
То есть человек даже не понимает, что там были ставни деревянные, и они их закрывали. То есть окна закрывались полностью, потому что холодно на улице. Ебать! И таких моментов триллион, которые они не разбираются. Они никогда в жизни не держали там, допустим, меч. И они его сделали там по-уродски как-то. Я говорю, а как им воевать вообще? Вы хоть раз пробовали хотя бы палку железную в руки взять? Махнуть ей раз хотя бы. Ну вот такие моменты, когда разработчик именно запаривается на эту тему, это охрененно. Это вот прям просто низкий поклон им. В первой части городские проходятся довольно быстро. А в третьей части капец, просто перезатянуто. Ну, в целом, ну не знаю. В первой части, ну, видишь, я как бы так душно не относился к этому. Если бы я начал душниться, я бы задушнился, если честно. В первой части. Просто первая часть, она такая, знаешь, достаточно добрая к тебе. Она не насилует тебе мозг. Нету уровней, этажей нету. Вот этих дебильных, когда ты... Блять, первый этаж, второй этаж, третий этаж, вот это вот. Квестовый предмет лежит на третьем этаже. Иди забери, потом бегаешь вокруг этого дома, дверь найти не можешь. Такой, бля. Ну вот это вот в первой части этого нет, и слава богу. Так что да. А сейчас они профессионалы ищут в другом. Это да. RGB рулит, да, так скажем. Так, что тут, кто ты, Король Роше? много тебе рассказывал. Если бы не он, я бы спился. Или сдох где-нибудь. Я бы сказал, что Фольтес сделал для меня больше, чем отец. Но отца своего я никогда не видел. И поэтому я не успокоюсь, пока убийца не будет наказан. В чем состоит твоя служба? Я выполняю приказы, сложные для других. Что происходит в Тимерии? Собрался совет регентов, который должен навести порядок. А это значит 3 вещи. Воцарится полный бардак, в городе закончится вино, а местные шлюхи наживутся за эти дни как никогда. Трис тоже в совете? Ну, и добавлю справедливости ради, как бы в книгах тоже там очень много политики, там душка еще та, на самом деле. Я как только вот эта политика началась, я что-то задушился и перестал читать. А так, конечно, хотелось бы просто взять взахлёб и прочитать всю историю Ведьмака. Плюсом еще вышла даже новая сейчас книга. Я вот не знаю, не смотрел, перевод сделали или еще нет. Конечно. Но скоро она убедится, что ее там не ждут. Откуда ты знаешь? Это моя работа. Всегда все знать. Они хотят королевства без чародейки? Раз уж в королевстве нет короля, они попытаются избавиться и от чародейки. И кто будет править? Главные претенденты граф Маравель и барон Кимбольд. Теперь замок Лавалет принадлежит им. Есть еще бастарды Фольтеста. В их венах течет королевская кровь. И права на трон у них, а не у каких-то дворяшек. Ну, Андрей, по сюжету бежать третьего Ведьмака не имеет никакого смысла. Ну, там сама суть всей игры как бы в том, чтобы ты прошел полностью все сайд-квесты, вот всю историю Ведьмака обошел вдоль и поперек, и только тогда вот там по сюжету и закончил его историю. Как бы ты должен перенасытиться этими квестами и заданиями, и в конце концов типа успокоиться. Ну, как бы как кульминация серии третьего Ведьмака, что он ушел на покой. Все. То есть... А просто по сюжету, ну, я не знаю, но это очень скучно. Скорее про первого. Ну, хочется как-то побольше впитать. Не хочется сюжетно только проходить. Есть, конечно, куча игр, которые просто вот ты... Как только ты понимаешь, что все квесты одинаковые, ты такой, да ну нахрен, типа, я только по сюжету пойду и все, и забей на это. Ну, а вот в Ведьмаке хотелось бы увидеть еще какие-то истории, какие-то вот моментики. Где нас там обманут где-то предадут, там вот это... Ну, может, какой-то юморочек выскочит. Тоже прикольно, хочется узнать, увидеть. А если бы у меня были свидетели? А у тебя они есть? Я имел в виду Трис.
Если бы она не была твоей любовью... Стекла известно лет 1000-1500 уже, но это для богатых. Ну вот я и говорю, что это бедный дом типа был, и там просто дырка. Все. И все, блядь. Ну, не совсем. Ну, то есть ты живешь, у тебя зимняя часть, как это сказать, зимний полюс, короче, где есть зима, и ты живешь, типа, с дыркой в доме, да? Ты мне расскажи, пожалуйста, сказки. По-любому они заколачивали их на зиму, и это было заколочено хотя бы. Не обязательно там вот эти были прям ставни какие-то, которые закрывались там на петлях. Скорее всего, это тоже дорого было. Это кузнец нужен, петли вот эти все. Просто заколачивали бы хотя бы. А многие не запариваются, это просто вот домики с дырками. Я такие из спичек делал, потому что я не понял, как мне сделать окна нормальные в детстве, там, в 7 лет, 8. Просто разработчик даже не понимает, как это жить, когда у тебя там печка горит, и у тебя вот дырки просто в окнах. На кой хер ты улицу отапливаешь? Ну вот я к этому веду, что очень много дебильных моментов, которые человек просто не понимал, когда их создавал при создании игры. Что с ней? А что с ней станет? Насколько я знаю, ее позвали на заседание Совета регентов. Так, подожди, мы прослушали. Там, походу, пока мы паузу нажали, он что-то говорил. А если бы у меня были свидетели? А у тебя они есть? Я имел в виду Трис. Если бы она не была твоей любовницей, но все знают, что ты с ней спишь. Что с ней? А что с ней станет? Насколько я знаю, ее позвали на заседание Совета регентов. Зимой, да, заткали слалом, духовые отверстия, и все под крышей, а окон не было вообще зимой, их закрывали. Ну так я вот про то и говорю, что заколачивали, скорее всего, ну, бедняки, или как-нибудь там закрывали чем-нибудь, чтоб не дуло. Понятно, это все ясное дело, но вот это я последнее, что играл, это мы в Банишер сыграли, и там вот такая херня была. С окнами. А, еще было... Где мы такой дебилизм видели? В Земском соборе мы, кстати, это от русских создателей тоже видели такое. Просто вот ни окон, ни дверей, просто с дырками все. Просто дом с дырками. Ты же командир синих полосок. Так сделай что-нибудь. Настоящий убийца на свободе и с каждым часом уходит все дальше. В историю с монахом-убийцей я не верю. Я не говорю, что он был монахом. Он был в рясе. Он уплыл в лодке с отрядом Скайтаэлей. Ты сможешь его узнать? Легко. В жизни не видел такой горы мяса. Да, такой шифонер вряд ли с кем-то спутаешь. Лето ел котлеты. А что, если тебе удастся сбежать? Я поймаю убийцу. Я пойду по следу убийцы короля. Ты знаешь, где его искать? Скайтаэли помогли ему бежать. Вот с них и надо начать. Может, ты даже знаешь, что это за отряд? Откуда бы? У них были маски в синюю полоску. Трофейные, я думаю. Это отряд Йорвита. Значит, след у нас уже есть. Я знаю, где их искать. Если ждешь от меня историй, сперва накорми меня. Почему бы и нет? Бьянка! Принеси поесть. С этого и надо было начинать. Ты сам виноват. Твоя судьба в твоих руках. О, еда. Что там, булочка? Вкусно. Спасибо. Ох, Бьянка. Ох, Бьянка. Она еще, небось, ну, в игре тяжело это показать. Она, небось, еще задницей виляла туда-сюда так.
По задумке. Колбаса. Я не знал, что в специальном отряде служат женщины. Бьянка одна из лучших. Как она оказалась в синих полосках? Я вытащил ее из лап Скаэтаэлей. Они сожгли ее деревню и перебили всех жителей. Ей тогда было лет 16. Она приглянулась командиру отряда, и ее пощадили. Вот еще что. Это материалы на Геральта из Ривии. Так. О смерти Фольтеста? Нет, Геральта. Отчет о событиях 5-летней давности. Ривия. О, Город. зарисовки, Население обожаю. 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. Конечно, буду осуждать, ты 25 что? сентября Правила Твича. 1268 вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъяренной толпы. Вы, ребят, кстати, тоже зря стебетесь. Вас тоже могут забанить. Сам Twitch может забанить вас. Геральт из Ривии. По железу. Ударил вилами в грудь человека, Ну, если о это котором кому-то известно важно. только то, что его звали Роб, и он задолжал 3 кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. Место их погребения неизвестно. О, как. Я помню. Ривия. Йеннифер. Что с тобой? Я видел собственную смерть. К тебе вернулась память? Нет, только это. Самый конец. Бьянка! Допрос окончен. Заковать его. Дай мне ключ. Утром я отплываю. Через 5 минут за тобой придут. Поешь, тебе пригодится. А тут пауза, я смотрю, тоже, да? Между этими диалогами. Не подтянули. Тебе даже автобот забанил, понимаешь, насколько это серьезно? Что ж там написал? Дай посмотрю. Господи. Ну вот, видишь, даже автомод самый легкий тебя забанил. Это уже намек на то, что это, ну, осуждаемо. Не, на самом деле, без шуток, если кому-то вдруг важно, ребят, по поводу вот этих вот... Так, я один это вижу. Что случилось с Бьянкой? Они там что, ну... Это я неплохо альтабнулся. Если кому-то важно, то какие-то запретные слова писать не стоит, потому что если вдруг кто-нибудь на вас пожалуется, самому Твичу плевать, только если у них какой-нибудь бот стоит, который все это видит, если на вас кто-то пожалуется по поводу этих запретных слов, то вас забанят по железу. И, то есть, вы не сможете зарегистрировать новый аккаунт с того же железа, условно, если с того же IP, там, ну, короче, будет достаточно сложно. Но если это кому-то важно, типа, смотреть Twitch можно и без регистрации и смс. Вот, просто писать не сможете никому. Еще вчера его все на руках носили, как героя какого. Ничего странного. Я сам видал, как он 20 человек на месте уложил. И правда?
Как он задвигал по этим стенам, я и меча не разглядел. Так он крутился. Это страхолюдина, я думал, на клочки его разорвет. Да ничего, завтра палач с него кожу спустит. Так. Может, и мы бы урок ему дали за смерть Фольтеста. Спровоцируйте, освободиться. Только руки А сохраняться нельзя, да? Моя правда. Подожди, откуда мы загрузимся, если что? Так далеко? Прям до заставок даже? Ой. Кнопки сломались. Кто помнит, какая кнопка была? Блять. Эй, стража! Я Подойди Y сюда, нажал. добрый человек. Ну, чего горло дерешь? Я тебя сейчас подеру. Выпусти меня. Ну, Ох, попробуй. не было бы этой решетки, вы бы у меня по-другому заговорили. Хватит сохраняться. Ну, давай Нет. посмотрим. Оба! На! На! Следующий. Ну, я с тебя потроха-то повыдерну. О, это бокс? А, тут же бокс есть, точно. На, получи. Хорош. Жесть, нам спину исполосовали. И это мы еще не виноватые. Так, а весь лут, который мы собирали, он типа пропал, получается, да? Мы там с перегрузом набрали. Вот. Вот оно, все мое. Все мое родное. Или нет? Так, можем надеть перчатки и дубинку. Классно. Вот дерьмо. Под факелами не пройдешь. Скрадитесь к нему, нажмите Y. Началось. Стелс-миссия. Я уже забыл, какое тут говнище нас поджидало. Черт побери. Что это было? Ничего это не было. Открой. Иди убей его! Что это было? Убей его! Ну ты будешь хоть что-то делать, Гервальд? Гердальф. Так, у нас есть знаки, подожди. Иди сюда, родной. Иди, иди. Стелс. Ой, бля. Помогите! Туда не пролезть. Там дверь забагалась. Стелс. Страшно-то как, господи боже. Тебе показалось, мужик, показалось. Не! Ну, можно, конечно, и так было, но это было слишком банально, поэтому мы попробовали другой вариант, ну, чтобы посмотреть все возможности игры. Вот. Угу.
Оставь меня. Не трогай меня. Не надо. Так, чел, не суети там, да? Здесь что-то было? Опа. Здесь что-то было. Ненавижу стелс. Стелс — это самая тупая технология. Я не представляю, я же проходил конвикшены всякие, Splinter Cell, там, не знаю, в свое время. Я так не душнился, как сейчас душнюсь. Сегодня будет мясо. По поводу стелс-миссий. Врал, прыщ смердячий. Сейчас я тебе пигментцию исправлю. Давай, подходи по одному. А я репосты умею вообще делать? Нет! Не. О, оглушил его. На, получи. Говна пирога. Стелс. Помню, когда этот... Добро, стражник котов. Начали. Держите меня. Не то угроблю, кретина. Обещали карту. Вот вам карта. Татуха первый класс. Должны были меня закрыть. Закрыли. Так в чем дело? Вы понимаете, что это такое? Это отсылка на Lost. Ой, Lost, какой Lost? Это на побег. Отсылка. Чел с татуировкой и картой на спине. Да и вообще на теле в целом, по-моему. Он полностью забился. Объясни ему. Я не могу. Хорошо, давай по порядку. Во-первых, откуда на плане подземелья пробитое сердце с надписью «Мать»? Ну, выпил я лишку для куражу. Во-вторых, ты должен был угодить в тюрьму. Но не за кражу. Воров сперва секут. Ну и где этот беглец? А теперь ни хрена не разберешь, Опять рубец всё в это башке или помутилось. Спокойно. Ну и в-третьих, татуировка А что это должна было? быть на спине. Бля, я же тебя оглушить хотел. А мне! Кучней на него! Бля. Да откуда ты взялся, придурочный? Там диалог был прикольный, вы меня запороли все. Дебилы-охранники. Да, все. Блин, ну так неинтересно. Ну такой классный. Там реально было что-то смешное. А можно их выпустить? Блин, отсылка на побег. Вообще лол. Лол что? Сериал, конечно, душка. Когда он там в 70-й раз уже возвращается в тюрьму, чтобы опять убежать с нее, ты такой, бля, да сколько можно? Потом он умирает, короче, еще сезонов 70. И такой, я уже не верю, что ты умираешь, чел. Я, мне кажется, смотрел его до последнего, и только из-за одного чувака, который там однорукий был. Только из-за него, он просто там какой-то топовый. Ну, очень крутой. Выпусти меня. Очень тебя прошу. Не то я сейчас половину гарнизона соберу. Ой, это этот чувак, кстати, которого мы попросили сдаться.
Мы такие, я тебе пришел помочь. Что ты тут делаешь? Как вовремя. То же, что и ты, неважно. То же, что и ты. За что тебя посадили? Говорят, мол, я убил Фольтеста. Досадно. Я надеялся, что сделаю это собственными руками. Ты слышал что-нибудь о моей матери? Фольтест ничего ей не сделал? А мы знаем? Я что-то профукал этот момент. Мне кажется, мы ничего не знаем. Прости, не знаю, с ней все хорошо. Не, если правда, если с ней все окей, то я бы сказал ему сейчас. Я вот не помню просто. Спойлеры в чат? Сейчас всю чернуху напишут. Типа, да ее там четвертовали и повесили под водой. Учитывая, что она в третьей части есть. А, ну тогда с ней все хорошо. Заебумба. Фольтест приказал синим полоскам беречь ее, как зеницу ока. Ублюдок. Ее должен охранять кто-то более благородный. Хотя бы баронет. Пора подумать, как тебя спасать. Для меня честь рода важнее жизни. Что ты задумал? Это тебя не касается. Сперва нужно попасть в маслохранилище, оттуда можно выбраться на поверхность. Я слишком слаб. Мы встречаем, Помоги когда мне. ищем любовницу. Это она! Блин, я что-то не сложил один плюс один. Путь. Так, это куда ведет дорога? Ага. Посмотреть дырку. Давай посмотрим. Выблядок! Ядрись ты в рот прогибом! Я тебя... Если перенести сохранение, я реально тебя убил, то она откажется помогать. Слышишь? Все? Ты все сказал? Он там как этот Джиггернаут в секретной темнице. Окей. Так, мы пришли отсюда, получается. Первый вопрос, что здесь? Второй вопрос, что там? Опа. Дубина. Подожди. Дубина, наверное, лучше, чем дубинка. 3.12. Ну, типа 5.10. Нокдаун, оглушение. А, ну дубина лучше. В таком случае. Опа. Подожди, а внизу тогда что? Стопэ. А что здесь тогда? Ты Понял? слишком рано. Тебе на завтра назначено. Придется обслужить меня пораньше. Это я зря. Ой, это я зря. Писец тебе, писец. Убей палача. Писец. Давай, руби его вдвоем. Так, уходим, уходим, уходим. Побыть. Бугагашеньки. Иди сюда, мать твою. Может, он не писец, он писец? Но это имеет место быть, кстати.
какой-то писец. Так, мы добыли сапоги себе, новые перчатки, турбо штаны. И все на этом. О, да. Мы теперь стопроцентный бомж. Все мое. Все мое. Все, что плохо прикручено, все мое. О, тут еще пропустил. Уже третий раз пробегаю круг, и что-то я еще не налутал. Что-то пропустил все еще. Как это работает? Так, это мы осмотрели. Тут мы были. Все, пойдем отсюда. Кстати, левел получили. Было бы неплохо вкачаться. Так, путь заблокирован. О, у нас два таланта. Так, ну вот восстановление, скорее всего, я хочу сразу второй. В бою, чтобы восстанавливало. Да. Метать ножи. Парировать, здоровье. Надо нам эти ножи, я не знаю. Ну, ладно, пускай будут. Пускай будут. Так, и получается, все, выходим, да? Я еще не привык к этому окну медитации. Не до конца его понимаю. Вроде нет. Бей его, бей его! Ах А, ты, все? крылья морда! Класс. Люблю этот стелс. Стелс. Ой, бля. Вы что думаете, я вас всех не убью? Вы плохо меня знаете. Так, их тут вообще 4. Не, ну, в целом мы их на лестнице можем ушатать потихонечку. Вообще не проблема. Пойдем так и сделаем. Иди сюда, мать твою. Государство, властелин которого... Давай, давай, иди. Императором. Я даже вот так вот еще сделаю. Да не так, блин. Ладно. Я вас понял. А, они отсюда приходят. Еба. Это в корне меняет дело. Это в корне меняет дело. Помогите! Я тебе пигментцию исправлю. Никто ничего не видел. Я вас заборю, я не знаю. Можно его сразу заколдовать. О, тихо. Убить. Так, где там следующий? Большой, крылатый, пышет огнем.
Не. Ой, бля! Что? Ты меня заметил, нет? Нет. Но здесь темно, поэтому он не видел. Я не успею, да? Успел. Ей! Пустая комната без лута. Класс. Опа, сундучок-то я пропустил. Еще старые перчатки в коллекцию. Закрыто. А мне вот интересно, в теории вообще арт, в принципе, в состоянии разбить решетку. Почему Геральт не использует арт, чтобы выбираться из всяких таких вещей? Ты потерял то, что потерял, поэтому ты потерял, и все, живи с этим. Тебе все хуже, я смотрю. Привет, Дарт. Помоги мне встать. Как твое ничего? Как твои гача-игры? Сюда, по лестнице наверх. Вторая дверь налево — это маслохранилище. Да вот угадай. Да блин, ну не знаю. Все плохо. У тебя там было все плохо 3 дня подряд. Может, сейчас получше стало? Их там воскресили, и все воскресли. И победили зло? Нет? Или ты больше в Ханкай не играешь? Идем со мной. Ты здесь ничем не поможешь. Нет, у меня здесь дела. Собрался воевать в одиночку? Для таких дел помощь не нужна. Уверен? Прощай, ведьмак. Я играю в то, что ты не играешь. Ну, это факт. Это факт. Там мы не осуждаем, мне правда интересно. Застеснялся сразу. Ой, бля. Мне кажется, парень помер. А ты когда на завод пойдешь? Блин, если бы у нас были здесь заводы, я бы пошел. А в игру играть что-то пока желания нет у меня. Гача заводы строить.
меня сейчас настроение что-то вот по стареньким играм пройтись каким-нибудь, который я пропустил условно, или что-то в этом роде. Что-нибудь такое. Вспомнить молодость. Что в современное что-то прям вообще не тянет. Ну, от слова совсем. Получается, ты недоводчик? Ну да, да. Есть грешок. Геральт, сюда! Трис, помоги! Трис! Трис, помоги! Спасибо. Рубайло из Гринфрида. Не помог ему амулет. Не помог ему амулет. Это тот самый амулет, который мы... Талисман мелкого. Талисман мелкого. Броня минус 10%. Ой, бля. Так он наоборот, он не оберегает, он делает хуже. Классный амулет. Это, наверное, амулет. Если кто-то хочет хардкора, то вот тебе, пожалуйста, амулетик. Ну как же работает? Ты там получаешь страдания и боль. Ну да, работа дело такое. Страдания, боль. В целом вся наша жизнь. Это боль и страдания. Так, сейчас, Трис, я сейчас, я тут, ну, сейчас я бегу. Я бегу, Трис, я сейчас, не уплывай без меня. Ты не поймешь, пока не построишь заводы. Ну, май. Не, я на самом деле любитель вот таких игр, но не в плане каких-то MMORPG. То есть я в закрытых каких-нибудь строительных вот этих вот заводостроительные игры мне нравятся всякие. Ну и базы строить прикалывает. Там тут же Астронер я долго залипал. Да куча всяких на планетах выживал. Это было клево. Они закрытые. Это не ММО. А, да? Я думал, это ММО с вариацией что-то там строить. Подожди, а как оно называется? Я запишу. Чуть позже гляну какой-нибудь ролик. Арнайтс? Мы ж смотрели. Ну, я забыл. У меня ж память, как у рыбки. Привыкай. Так, не лутается. Ладно. А что по снаряжению? Мы там что-то подняли, кстати. Стеганая куртка какая-то. Пограничник все мне говорит здравствуй. Ну, подходи по одному. Или вы не деретесь? Вы хорошие?
Здрасте. Здравствуй. Скотина, обязательно было поджигать замок? Ты должен был выбраться незаметно. Зачем мы проливать незаметно. реки крови? Ты оставил мне ключ от кандалов, но не шапку-невидимку. Трис, как ты? Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Кстати, на японской Говорят, я озвучке ведьмачья только на любовница. японском, вот и думай. Девка королевского убийцы. Ну, видимо, у них нет такой манеры как бы не переводить вещи. То есть у них обязательно, наверное, должна быть озвучка, ну, перевод стопроцентный. А английский наш актер озвучки и по-русски фразочки говорит. Но видишь, так это фишечка такая. Видимо, у японцев нет такого прикола, как какие-то словечки из других языков добавлять там вот это. Видимо, они не понимают этих приколов. Они же вообще с другой вселенной. Я не удивляюсь этому. Люди болтают то, что им велят. Да все я знаю. Когда мы найдем убийцу короля, все они запоют по-другому. Роше об этом позаботится. Есть итальянский. Я верно говорю? Макароны. Шпион. Макароны. Я не шпион. Но, в общем, все правильно. Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды вроде Кимбольта и Маравеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбольд. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим скидывай, описанием. давай посмотрим. Значит, Флотзам. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе Сейчас с будет Эйдирном. Там переходный момент, хозяйничает мы Йорвит. сохранимся и Вы посмотрим. готовы? Отправляемся. Трис, Да? давай уединимся. Ты займешься моими ранами. Да. И расскажешь о Йеннифер. Все в О-о-о. подробностях. Даже о том, о чем говорить не хочется. Ой, не скажу. Даже Ну о ладно. том, что может быть больно. Вот мы и узнали про Йеннифер. на швартовых, берегите борт! Якорь чист, капитан! Там персонаж классная, кошечка. О май. Блин, во второй части мне не нравится рисовка Ведьмака. Я имею в виду вот эти вот вставки. В первой части там реально художники рисовали. Здесь уже какой-то Шенк. Вот мне такая рисовка не особо нравится. Вот этот стиль. Что-то голова большая, туловище маленькое. Такое. Подозреваю, если к тебе пристанет прозвище «убийца королей», жить на этом свете становится нелегко. Особенно кому-нибудь вроде Лютик. Кента. Вот же бедняга. Я давно его знаю, уверен, что все эти короли и политика нужны ему как прошлогодний снег. Ну ладно, ладно. Лютик Мы же не Буруновский. всегда получаем от жизни то, что хотим. Иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами, как Вернон Роше. Нет, я не оправдываюсь, но у меня для такого знакомства были, как сказать, свои причины. Весь путь по реке до Флотзема ведьмак провел в разговорах. До поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории. Дитя неожиданность, губительная любовь, которая связывала его с чародейкой Йеннифер. Трис рассказывала истории жизни, которой его лишили. Вы заскучали? И все же не откладывайте повествование, друзья мои. Один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами на виселице. Мы, как всегда, вовремя.
А двумя месяцами рады оградить зверей Аэдирна. Вот он, бешеный эльф. Оу, вот эти твари, я их помню. Просто весь лес вот этого говна будет. Да. Еще помнится, она прям у дверей стояла. Вот из города выходишь, и она прям сразу там. Что-то такое я припоминаю. Так, у него есть собственная пещера Бэтмена. Кстати, первая и, наверное, последняя игра, где я вижу, что лук крепится хоть к чему-то. У него есть ножны для лука, если можно их так назвать. Обычно просто в воздухе висит и все на спине. Убери оружие, эльф. Я пришел поговорить. Кланяйся в пол. Вон, видишь, венценосец. Это Димовент. Милостью Божьей король Айдирна, долины Понтера и прочее, и прочее. Может, а есть ты пограничник, надо друг на английском нелюдей. смотреть. Может, У актер меня есть озвучки тоже, предложение. но должен, по крайней мере. Говори. Быстро и по делу. У тебя есть время, пока головоглаз не вернется. Я могу добыть еще голов. Все монарши. Дальше. Сперва Фольтест. Но мне нужна помощь. В Эдирне я едва ушел от облавы. Мне нужны ваши убежища, карты потайных троп. Мне нужна помощь с Каэтаэлей. Я делаю это не ради золота и не жажду славы. Тогда зачем? Долго объяснять. Твоя тварь уже сожрала Накера. Тебе пора. Мы договорились, эльф? Фу. Жесть какая. Да, глава первая, несколько дней после побега. Кайф. А нам Арандит вернут? О, нам все За вернули. мысом уже должен быть Флотзам. Мы пойдем берегом. Мы это кто? Ты и я. На разведку. Я иду с вами. Не стоит. Там может быть опасно. Неизвестно, как нас примут. Да куда вы одни пойдете? Должен же за вами кто-нибудь приглядывать. Она всегда такая. У нас должен быть перегруз жесткий. И насколько же, давай посмотрим. Всего лишь на 76 килограмм. Ах, эта игра. Может, мы как-нибудь дойдем до первого торговца встречного? Ну, по-моему, в городе, да. Но до города мы еще не дошли. И что теперь? Ох, вот холера, холодно. Давай, ведьмак. Стёганая. Ну давай еще лута мне, Придется пожалуйста. замочить порты, ведьмак. Без этого никак. Прыгай. Еще больше лута. Ведьмак, мы ждем.
Есть вести от твоего таинственного информатора? Вообще-то они должны были досочку Некоторые поставить купцы сюда. торчат тут больше месяца. Но через лес-то всегда пройти можно. В лесу Йорвит. А если под водой там, не знаю, что-то? Камни. Ёж морской, допустим. Ты прям на него прыгаешь и ногу себе протыкаешь. Классно. Чертеж. Ведьмачий серебряный меч. Сюда. А мне его надо было читать? Я вот не помню. Тебя ждут, иди спать. О, они ждут тебя. Невозможно выполнить это действие с этим предметом. Типа он просто со мной и все? Просто они эти вещи весят по 0,1. Так-то. Так, стоять бояться. Я еще не все собрал. Я не договорила. Может, пойдем уже? Ой, извините, я иду. Пошли. Иду. Идем. Пошли. Спи, стример, усни, а то придут боты. Может, и... пойдем уже? Ужас какой. Какой кошмар. Идем? Иду. Может, я как-то сам решу? Сам решу. Пойдем. Ты знаешь, где мы? В лесу? Очень смешно. Ты знаешь, кому принадлежит этот лес? Может, Йорвиту? Я знаю о долине Понтера больше, чем ты думаешь. И мне известно, что Фольтест отобрал эти земли у Димовенда несколько лет назад. Полагаю, ты тоже принимал в этом участие? Интересно, Слышите? вот я... Смердит эльфами. В бою я также медленно буду ходить или нет? Просто если бой будет такой же медленный, это ГГВП. Ну, из-за перегруза. Вон он играет на флейте. Это Вернон Роше. Последние 4 года командовал особым подразделением. Служит королю Тимерии. Лично отвечал за усмирение предгорий Махакама. Отбери у него свистульку. Охотник на эльфов. Убийца радостью. женщин и детей. Дважды награжден за проявленную отвагу. Йорвит, самый обычный выродок. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Ты помог убить моего короля. Король или бродяга, разницы нет. Одним Дхойна меньше. А, что? Там время шло. С каких это пор белки пользуются услугами наемных убийц? А с каких-то пор я Дхойны на ответил. службе с Каэтаэлей низко вы опустились. Наемный убийца. Можно его и так назвать. Но он не Дхойна. Дело не в расе. Но война идет именно из-за нее. У нас острые уши, у вас округлые. Мы живем долго, но нас немного. Вы плодитесь как кролики, да на счастье быстро дохнете. Каждый пытается доказать, что его уши лучше. И ради этого люди и эльфы режут друг друга 400 Какие лет. у него реснички из-за красивые. формы ушей. У вас скрывается убийца королей. Мы пришли за ним. Значит, у нас конфликт интересов. Убийца королей находится под моей защитой. Я его не выдам. А, да? То есть по-хорошему ты не хочешь договариваться? Ну, значит, будет по-плохому. Очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами. Правду?
Дело не в расе, да и не в свободе. Даже месть тут ни при чем. Вы здесь только потому, что кто-то очень влиятельный так захотел. Тот, кто вас использует. И неважно, корона у него, волшебная палочка, или он заправляет богатой гильдией. Одно знаю точно. Ни ваша свобода, ни ваши уши его не волнуют. У вас уже была похожая история с Нильфгаардом. И сейчас она повторяется. Или, может быть, я ошибаюсь? Ошибаешься. Никто больше не будет использовать Скаэтаэлей. Кого ты хочешь убедить? Меня, самого себя или твоих лучников, которые прячутся в кустах? Хватит трындеть! Сдохни! Давно пора, блин. Просто как этот. Еще бы камнем его отогнал. Юнстар Спайра Петланфорд! О. И вот после этого мы типа должны выбрать эльфов. Вот после всего. Да уж, это поможет. Трис, ты в порядке? Конечно. Прекрасно. Вот черт. Займись лучниками, они уже близко. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет, так что сваливаем. На корабль? Нет, с той стороны их еще больше. Будем пробиваться к Флотзаму. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Я женщина, не посудомойка. Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Так, мы все еще Цела? перегружены. Да, все в порядке. Ублюдки. Что там? Я вижу только твои сапоги. Где этот гребаный город? Я почти поверил, что мы выберемся. Трис, барьер исчезает. Трис! Меня убило. Быстрее. Блин, ну с перегрузом это, конечно, ГГВП. Еще немного но магии, можно, еще можно капельку. подраться. Меня просто больше волнует вот этот купол, который я не знаю зачем, но хочу ачивку. Я знаю, там ачивка есть с куполом. Геральт, заклинание. Сейчас я кое-что альтабнусь, кое-что сделать хотел. Так. Что происходит? Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Давай, наверное, с ловушкой. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Цела? Да. Блин, ну Все в порядке. блочить надо. Я у ворота жму по привычке, у ворота не Что работает. там? Я вижу только твои сапоги. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет, так что сваливаем. На корабль? Есть, конечно, вариант лут бросить, но я лут не брошу. Я не я, если я брошу лут. Не могу бросить лут. А ты думала, кто? В смысле бросить Я его? тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь.
почему он начал нижнего бить? Я вот что-то не въехал. Его вообще никто не просил нижнего бить. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет, так что сваливай. Давай через кран поиграем. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Понял. Прекрасно. Хоть помру с рукой на прекрасной Уебало, попке. блин. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Ты цела? Да, все в порядке. Что там? Я вижу только твои сапоги. Где этот гребаный город? Я почти поверил, что мы Да ну выберемся. не. Трис, барьер исчезает. Трис! Нормальная, кстати, тема была заколдовать их. А бомбу используем, типа, вот сейчас. Вот когда вот этот момент будет. Во, попробуем на колдунстве, Геральт, короче, пройти. заклинание еще держится, не отходи. Мотыльков у нас больше не будет, так что сваливаем. На корабль? Нет, с той стороны их еще больше. Будем пробиваться к Флотзаму. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Блин, ну это было быстро. Это было быстро. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет, так что сваливаем. На корабль? А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Помру с рукой на прекрасной попке. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Ты цела? Да. Все в порядке. Ублюдки. Что там? Я вижу только твои сапоги. Где этот гребаный город? Да ну не! Я почти поверил, что мы выберемся. Я почти поверил, мы выбрались. Трис! Быстрее! Я лут не брошу. Не уговаривайте. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Может, у нас еще что-то есть? Давай гляну. Может, какие-то приколюшки у нас есть еще. Типа... Так, ловушек, бомб у нас нет. У нас есть чайка, ласточка, кошка. Но это сейчас, наверное, делать нельзя, скорее всего. Я могу масло намазать какое-нибудь. Ну вот эти броньки, кстати, можем скинуть. Но это нам особо ничего не даст. Это даст типа 36 или сколько, 34 килограмма. А надо еще 70 выкинуть будет. Лол. Особо мне это ничего не даст. У нас, наверное, ресурсов до хрена всяких, да, мы собирали. Алмазная пыль. Да не то чтобы.
А, вот этих у нас много. 37 килограмм у нас железной руды. Я понял. Мусор всякий. Мусор не мусор, но денег стоит. Так, ладно, давай, может быть, намажем какой-нибудь меч каким-нибудь. Вот, например, яд повешенного. Урон людям плюс 20%. Ну, они почти люди. Так, на оружие. Угу. Все. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет. Так что сваливаем. Нет, с той стороны их еще больше. Будем пробиваться к Флотзаму. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Ты цела? Да. Нет. Все в порядке. Ублюдки. Что там? Я вижу только твои сапоги. Где этот гребаный город? Почти получилось. Я надеюсь, что после этого момента все. Очень надеюсь. Я вставлю все на то, что вот этот последний бой был. Геральт, Где мы заклинание умерли? еще держится, не отходи. Это было бы, конечно, имба, если бы там так и было. Так, где эти масла? Надо запомнить значок, как он выглядит. Ага. Понял. Мотыльков у нас больше не будет. Так что сваливаем. Нет, с той стороны их еще больше. Будем пробиваться к Флотзаму. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Да ну нет! Ты цела? Да. Все в порядке. Ну, в целом. Что могу сказать? Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что? Мотыльков у нас больше не будет. Так что сваливаем. На корабль? Нет, с той стороны их еще. Будем пробиваться к Флотзаму. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Не на моей. Я удержу за... Не трясись. Нет. Ты Ну меня камон, ну какого хрена он взял, резко повернулся на меня и ударил. Ты цела? Долбаные Геральт, эльфы. заклинание. Ненавижу их. На корабль? Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок, солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня тошнит.
Красной попке. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли! Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Ты цела? Ну камон! Все в Че порядке. ты расколдовался-то? Ублюдки. Что там? Я вижу только твои сапоги. Где этот грёбаный город? Я почти поверил, что мы выберемся. Трис, барьер исчезает. Трис! Быстрее. Еще немного магии. давай, Еще давай, давай. капельку. Убей их, Гера! Ой, я надеюсь, это все, пожалуйста. Пожалуйста. Я больше не выдержу. Нет! Белки! У них маги! Готовь! Ребята, помогите! Помогите! Мы дошли! Я прям как жопой чувствовал, что это все офигенно. Все, осталось найти какого-нибудь торговца и все это скинуть ему. Может быть, накрафтим себе что-нибудь интересное. Может, банк есть? Я не помню, здесь есть банк? Вы знакомы? Довольно близко, только он уже не помнит. Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтеста. Не бойся, эльф. Я знаю и Геральта, и его слабости. Слишком много магии разом. От этого и умереть можно. Ты видел? Да, убийца и Йорвит. Живые? Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмак. Купец-бакалейщик Эмгир ван Эмрейс. Купец? Бакалейщик. Есть. Ага. В Enchanted это? Edition есть. А она как раз Добрый оно. человек. Мы чудом избежали смерти. Будь любезен. Покажи, где тут можно отдохнуть. Позже мы все объясним, если нужно. Ваша правда. На рынок идите. Может, и Имба, на если казнь что, все железо поспеете. там скинем. Смутьянов вешать будут. Краснолюда и бард какого-то. Там еще корчма, бордель. Отдохнуть можно. Интересно, какого Бордель. барда? Это самое важное. Какой же Будь здоров. интересно бард попал в неприятность. Купец, бакалейщик. Подозрительно. Так. Квестов надавали. Всяких разных. Так, карта есть. А поближе? Поближе можно. Очень странно, но можно. О. А, то есть дольше надо держать. Все, я понял. Воу. Вот так можно даже? Ничего себе. Прикольно. Вот это я понимаю город. Посмотри, какой он маленький. Вот это максимум, какой город должен быть в играх. Это предел. Пару домиков, ничего там супер какого-то важного. Квесты все рядом, все близко. Чисто хаб для того, чтобы разгрузился, квестов набрал, поиграл там во что-то. Их сам И Йорвит всё. вел. И кайф. А эти приблуды вообще кто? Так их эльфы погнали. О, дожили. Средь бела дня нападают. И где этот Лоредо? Где комендант, когда он нужен? Молчи, баба. Боже, я это помню. Я помню это. Офигеть. Это ж ведьмак. Да. Счастью. Вы все слышали, чего Офигеть. Что, курва? Что? Бобер.
Бобер, курва. Что у вас тут есть? Мужик какой-то. Ну, рассказывай, тут такой. Я с выродками не разговариваю. Послушай. Пошел прочь! Или я стражу позову! Началось. Ну и времена. Так, вот тут еще что-то есть. По-моему, Что-то мое. Перед тобой мастер своего дела. Молчи, женщина. Хоть помешал бы. Я никогда ничего не перемешиваю. Я создаю новые оттенки вкуса. Боги, тут столько лута. Мне кажется, когда я первый раз играл в Ведьмака, я не собирал этого ничего вообще. Если бы это все собирал, я был бы богатейшим человеком на земле. Как на конской ярмарке. Зачем мы таскаем это добро, если порт закрыт, а, начальник? Эй! Чё уставился? Эй! Отойди. Неси, неси. Вот убьет ведьмак чудище. Сразу отчалим. И вот так вот я в Скайриме, короче, до самого города дошел с пещеры. Чтобы все продать. Это была цель великого путешествия моего. В Ведьмаке, походу, меня ждет то же самое. Щиплют меня все время, зажимают, а чаевых не дают. Насколько у нас перегруз? Всего лишь на 130 килограмм. Звери, одно слово. Дикие звери. Глядите! Куда мне катится? Чудеса! Чё это тут такое? Ничего, вы ничего не видели? Ну что, сосед, пойдешь висельников смотреть? Было б что смотреть. Не люди да шпион. Это от голода или вы всегда И такой? подходи. Как считаешь, наложит он в портки-то? Это верно. Шпион. Так, вижу значок кузнеца на карте. Пойдем, наверное, в ту сторону как-то двигать. Какой-то кубок нарисован еще. Лавка, ремесленник, трактир. А, кубок это трактир. Я бы к ремесленнику сходил, на самом деле, в самом начале. Может быть, скинем ему там вот эти все штуки ненужные. Кстати, значок куда-то пропал. Вздернут этого поэта за распутство. За распутство? Во Флотзаме? Видать, тот еще безобразник. Так и есть. Знаменитый, говорят, шалопай из Вазимы. А, не каждый день знаменитость вешают. Надо бы взглянуть. О, черт, там лютик. О, нет, там и друг наш Золтан тоже. Золтан. Лютик. Мой агент. Прекрасно. Идеи есть? Импровизируем. Без крови. Мы постараемся. Удачи. Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Придумать, как освободить Лютика. О, черт. Да как тут придумаешь? Собака. А ну, седой, осади. За что их казнят? С виду они не слишком грозные.
Так они с белками якшались. Девки скотоельские. А Лютик что, тоже эльфский шпион? А вот его за распутство вздернут. За что? Барда повесить за распутство. Так в приговоре сказано. А приговор, ваш милость, ведьмак, это вам не что-нибудь? Люди! Я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве Тимерии вешали за распутство. Здесь вам не Нильфгаард. Иди-ка отсюда, чудной, а то я за себя не ручаюсь. Забаву людям портит. Может, и чудной, а дело говорит. Я вот тоже бабу потискать не прочь, так что ж и меня в петлю тащить. Господин стражник к нам тоже пару раз захаживал, только без распутства. Иди отсюда, Гарвена. Тут тебе не бордель. Я пойду. Только скажу, что охота-то у него была. Да вот. Остановите казнь. Рифмоплет должен висеть и будет висеть. Здесь город порядочный, а блядям и ведьмакам слова не давали. Следите, что говорите, господин стражник. В ведьмаках я не разбираюсь, а вот Гарвена — баба порядочная. А ну заткнуть хайлов всем! Тишина! Слушайте, слушайте. У этого вояки божьим попущением яйца гниют. Захлопни пасть, шлюха! Ты же не станешь бить женщину. Женщину нет. Берегись, ведьмак! Найдется место и для такого смутьяна. Опа, 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 опа. Глядите, люди! На, Он руку на. на власть подымает! Офигенно, нравятся мне такие ты штуки. что, вырос? А люблю. Они простые, но очень зрелищные. Мне очень нравятся такие штуки. Найдется место. О, нет. Нет. Следующий. О-о-о. Оу. Что тут такое, мать вашу? Я спрашиваю, что это вы тут вытворяете? Докладываю, что... Пошел вон, Крушина! Парочку сраных ублюдков стернуть не можете! А ты стой спокойно и руки держи на виду! На помосте либо в петле висят, либо речи говорят. А ты что выберешь? Казнь незаконна. Правда? Во Флотзаме закон это я. Я представляю королевскую власть. Вернон Роше. Так-так. Синие полоски. Охотники на нелюдей. Именно. Каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией. А что с Лютиком? Он действительно осужден? Он сжег мою сторожевую вышку. Это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал. Это правда? Так могло показаться. Но я не виноват. Отпущу-ка я вора. Спокойно. Я пошутил. Ненавижу воров. Я могу устроить еще одно представление. На этот раз кровавое и без публики. Или мы договоримся? В смысле? Дай мне минуту. Слушайте все! Наверное, каждый из вас слышал о трагедии, случившейся во время осады замка Лавалетов. К сожалению, это не ложь. Король Фольтест убит. Скорее всего, к этому приложили руку Скаэтаэли. В эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому сегодня на улице Флотзама выйдут вооруженные патрули.
Объявляю военное положение. Ждите указаний. Готовьтесь к бою. Мы будем мстить за нашего короля. А теперь все по домам. Отличная речь. Мог бы и прямо сказать, что Фольтеста убили нелюди. Мои подданные и так знают своих врагов. В этом лесу на минуту отвлечешься, и ты уже труп. Зато в городе нелюди сидят тише воды. По крайней мере, поспокойнее, чем ублюдки из леса. А вот если сюда все-таки пролезут Скаятаэли, с нас всех шкуру спустят. Поэтому передышек здесь не бывает. Расслабишься и конец. А с ними что? Казни не будет пока что. Скажем, я решил пересмотреть их дело. Виселица не место для беседы. Поговорим у меня. Твоих приятелей я освобожу, но из города их пока не выпустят. Жду тебя вечером. Приходи, как стемнеет. Раньше я буду занят. А, кстати. Добро пожаловать во Флотзам, ведьмак. Спасибо. Они правда хотели нас повесить. Я не знаю. Я же не хотел сжигать башню. Все в порядке, Лютик. Самый Идем клевый отсюда. Лютик, мне кажется, Мы у был бы тебя в Джонни долгу, Депп. ведьмак. Это прям им был Спасибо Лютик был бы. тебе. А теперь в трактир. Смекаешь? Пойдем, Лютик, выпьешь, полегчает. Заодно расскажешь о местных нравах, ханжестве и распущенности. Так, хорошо. Вижу доску объявлений. Сюда. Как же без нее? Доска объявлений. Может, есть что интересное. Кстати, мне кажется, в третьей части она реально уродливее выглядит, чем здесь. Здесь она прям кайфово выглядит. Доски объявлений помогут найти дополнительные источники заработка. Подойдите к доске, бла-бла-бла. Давай. Разыскивается живым или мертвым. Эльф Йорвит. Атаман шайки белок. А что еще можно? Объявление. Во. Заказ на Эндриак. Заказ на Накеров. Извещение о помиловании. Заказ на тролля. Во как. Цирюльник. Ну, а можно все взять? Все. Имба. Они еще и физические, то есть их уже не видно здесь. Кайф. Так, сейвим. Пойдем в таверну. Там все продавцы. Так, Роше у нас торговец получается, да? Доброго это не Роше. Не охотится. А кто торговец-то? Я что-то не понимаю. А, он может быть на втором этаже, кстати. Добрый день. Или Рад внизу. встрече. Ох, чтоб меня. Меня правда чуть не... Трактирщик, водки! Чтоб меня вши заели. Трис Меригольд, ты выглядишь очаровательно. Ну, только бледновато чутка. Чародейство бывает утомительным. Но уже все хорошо. Рада тебя видеть, бородач. Что здесь вообще происходит? Месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу Золтана. Все похерилось. Свадьбы не будет. О Фольтесте слышали? Слухи мчатся быстрее ветра. Я хотел бы знать правду. А ветры и сплетни мне до одного места. Как погиб Фольтест? Правда, что там был дракон? И кто теперь правит Тимерией? Тише, Лютик, а то подавишься. Что случилось? Регенриксы сорвали помолвку.
Какой-то трёхнутый хер разболтал, что я поучаствовал в заварушке в Изиме. Мой несостоявшийся тесть, видишь ли, не желает принимать в семью бунтовщика, простофилю и разиню. Эй, трактирщик, где наша водка? По порядку. Мы дошли до Махакама через неделю после смерти великого магистра. Купили Золтану сногсшибательный костюм-двойку, башмаки от гальюна и здоровый в мой кулак жидеид в подарок Эвдоре. Накушались мы тогда изрядно. Лютик еще устроил для меня мальчишник в храме любви «Тесные врата». На следующий день мы были у Бреген-Риксов. Поздоровались, побеседовали немного о превосходстве махакамской горнопроходческой мысли и сели за стол. И когда мне уже казалось, что я постиг все тайны горняцкого мастерства, подали суп. Тихо сделалось, как в могиле. И тут старый Бреген-Рикс говорит: настоящий краснолюд обязан в шахте работать, а не гоняться за славой на войне. Не поверишь, Геральт, ему в знак отказа подали черную похлебку, как у них принято. Черная была как смола, вот тебе слово. Должно быть, на угле ее готовили. А теперь поедим, говорит, и выхлебал целую тарелку этих помоев. Козел старый, чтоб ему эта его шахта на башку обвалилась. Жесть. Так. Лоредо говорил, что ты работаешь на Скайтаэлей. Я пока окно открою. Правда, Золтан? Геральт, ты меня знаешь. Я разными вещами занимался в жизни, но бандитом никогда не был. Скайтаэли себя бандитами не считают. Только я-то не Скайтаэль. С каких пор ты работаешь на Роше? Эй, никто и слова не сказал, когда ты спасал Тимерию от великого магистра и его мутантов. А я и не говорю ничего, я просто спрашиваю. Можешь делать, что хочешь. Женилку-то отрастил уже. Ну, ты сказал. Смейтесь, смейтесь. В кои-то веки я решил сделать что-то полезное. И поэтому раньше ты шпионил на Реданию, а теперь работаешь на Тимерию. Знаешь, кое-кто назвал бы тебя предателем. Ой, одной поэзии сыт не будешь. Я гражданин мира и потому считаю, что до тех пор, пока не служу императору Эмгыру, ничего плохого не делаю. Оставь его в покое, Геральт. Пошпионит и перестанет. Ему быстро наскучит, сам знаешь. А что, дракон? Там появился дракон. Больше я ничего не знаю. Но откуда лавалеты взяли дракон? Говорят, эта огромная скотина дралась за них. Драконы обычно не интересуются политикой. Может, у него логово было рядом, и он почувствовал опасность. Если бы ты его не прогнал, Фольтест мог бы и не взять замок. Что тут гадать? Трис, расскажи, кто теперь правит? Ты у нас эксперт. Страна все больше погружается в хаос. Древние семейства начали открытую борьбу за власть. Барон Кимбольд и граф Маравель. В том числе. После убийства, пока Геральт сидел в тюрьме, влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка Лавалетов, чтобы выбрать нового правителя. Продолжалось это 3 дня и напоминало скорее базар, чем дворянское собрание. Только торговали там конторами, должностями, сферами влияния и привилегиями. Люди. Было несколько поединков. 2 отравили, а короля так и не выбрали. Мы были на волосок от гражданской войны. Они решили что-нибудь или как всегда? Как всегда. Одна надежда на Яна Наталиса. Героя битвы под Бренной, доверенный Фольтеста. Да. Во время переговоров он был в нескольких днях пути от земель Лавалетов. С 2000 ратников. Ян Наталис должен поддерживать мир, пока не появится законный монарх. Правление может прийтись ему по вкусу. Не думаю. Наталис воин. Он не годится во властители.
и не хочет быть королем. Но его поддерживает армия. Именно поэтому он в состоянии обеспечить мир. Шаткий и ломкий, но все лучше, чем гражданская война. Кроме того, у него солидные долги в Краснолюдском банке, главный пайщик которого – Филиппа Эльхард, чародейка. А что у нас с чародеями? Вот именно! Куда делись эти умники, когда они действительно нужны? Их не пригласили. Но именно благодаря чародеям, а скорее нескольким влиятельным чародейкам, удалось предотвратить коронацию барона Кимбольта. Я как-то пел у него при дворе. Он не заплатил, жратва была дрянная. Если он станет королем, я уеду из Тимерии. Так, мы здесь. Но я потом окно закрою. Холодновато прям. Пускай проветрится немножко. Ладно, хватит политики. Убийца ждал Фольтеста в башне, где лавалеты укрыли детей. И он отлично знал, что делает. А ты как там оказался? Я охранял короля. После первого покушения Фольтест начал считать меня чем-то вроде живого талисмана. Приказал быть рядом во время битвы. Дракон отрезал нас от остальных войск. Убийца прикинулся монахом, к тому же слепым. Он позволил королю встретиться с детьми, подождал, пока я отойду, и перерезал ему горло от уха до уха. Как он ушел? Прыгнул из окна в реку, а там его ждали Скаэтаэль и Йорвита. Все было продумано и подготовлено. И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня. Я должен снять с себя подозрения. Кроме того, я успел заглянуть ему в глаза, прежде чем он сбежал. Это был ведьмак. А потом появились бравые тимерские стражники, я получил по голове и отключился. Опа. Люди! Спасайтесь, кто может! Чудище Лучше идет! пойдем отсюда. Там кто-то применяет магию. О, Кракен. Позвать Кракена! И слюни вот эти изо рта. Филиппа, я твою прическу узнаю из 1000. Что ж ты за чародейка? Я с тебя спрашиваю. Слышишь, чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Чудище его едва под воду не утянуло, а ты токмо знай пялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон ее спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Ох, ворон ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Милздарь ведьмак. Зосика нашего чудища едва на дно не уволокло, а вы теперь языком трепать будете? Что тут случилось? Я приехала во Флотзам, чтобы убить Кейрона. Кейрон, да, точно. Кого? Монстра, который перекрыл гавань. Минуту назад мне повезло увидеть его во всей красе. А эти люди его спугнули. Повезло? Слышь, Зосик, то-то ты счастливый. Откуда вы чудище в гавани, а? Может, ведьма его и вызвала? Чтоб поувидать во всей красе. Так, их можно заколдовать. Пробуем. А вдруг не прокатит? Может, сами тогда чудищем разберетесь. Не, давай заколдуем. Зосик что-то скверно выглядит. Уведите его отсюда. Наруто! Верно. Мы и так много времени потеряли. За дело, мужики. Двинулись. Чё ж, а я-то думал, драка будет. Хайло, заткни. Пойдем. Прошу прощения, что помешал.
Меня зовут Людвиг Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовищ во Флотземе. Посему хотел бы спросить, не возьметесь ли вы решить проблему так называемого Кейрена, чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке? Ну так что, ведьмак, будем работать вместе? Обычно я работаю один. Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь. Рыбка или пипка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу И обращаться рыбку съесть, и к на купцам в пипку долг. сесть. Госпожа де Тансервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Именно так. В таком случае не смею более вам мешать. Трис, когда ты, наконец, меня представишь? Шиала де Тенсервиль. Советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на Шаола. севере. Это правда. У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Ты приехала сюда за ингредиентами? Трис Меригольд. Догадливо, как всегда. А я кого Ты сказал? имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Так ведь, Трис? О, да. Девственницы – вид на грани вымирания. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из северных болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Бывший Скьятаэль. Странный тип, но неплохо знает Так. окрестные леса и все, что их населяет. Не Мне путать с надо Седриком. осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Вроде того. Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Так, мы все еще перегружены. Нам нужно срочно продать вещи. Ля-ля-ля. Свободно? Нет. С вечера до утра пашу как Так, волк. у нас тут, я смотрю, судя по карте, там очень много всяких торговцев. Смотри-ка, да? Раз, два, три. Три только торговца. Ремесленник здесь и там. Интересно. Интересно. Давай начнем с таверны, посмотрим, что в таверне, а потом уже по остальным пошарухаемся местам. Сейф. Людка. А, Не Людка? вздумай здесь драться. У нас тихое заведение. Конечно. Я за тобой Конечно. присмотрю. Я пойду окошко закрою. Сейчас буду. Блин, помимо этого, то, что на улице холодно, так там еще и воняет вот этими. У нас очень газ дорогой. И награнула, короче, вот эта европейская история нас привела на гранулы. Гранульные вот эти котлы, отопление. И эти гранулы так воняют, это капец. На улицу выходишь, там просто мороз и вонь. Класс. Так, что она продает?
Рыбов, картофель, яблоков. Почему яблоко гнилое? Так, а мы ей что можем продать? А тут есть смысл кому продавать? То есть... Есть разница, кому продавать. Да, я погуглю. Вот это интересно. Есть ли смысл бегать по торговцам? Самые выгодные цены предлагают хозяевам гостиниц на 5-15% больше. Крупные локации. Ага. Так, ладно, я понял. Я, кажись, понял. Да, имеет какой-то смысл продавать разные вещи разным торговцам. Вроде как. Ну, так пишут. Не знаю. Трактирщику можно, типа, скидывать всякий мусор и хлам. Типа такого. Где оно тут? Вот это мусор, да? Жалко нет кнопки продать весь мусор. А сколько у нас денег-то? Где посмотреть? Где наши деньги? Понял. Справа сверху. Я думал, тут как в третьем Ведьмаке, типа, есть деньги, которые... Ну, деньги торговца, так скажем. Так, эти, кстати, вещи дорого стоят достаточно. Можно будет продавать. Ага. Талисман мелкого. Слушай, а насчет талисмана вот этого...
который... Он вообще... Есть такое подозрение, что пока он с тобой, он как бы дает брони минус 10%. Может быть такое? Ну, это было бы имба, конечно. Это было бы, типа, такой приколюшкой. А как статистику персонажа посмотреть? Где тут есть вообще персонаж? Свойства, наверное, да? Броня. 5. Подожди, 5? Дай-ка проверю. Сейф. Так, где она? Людка наша. Людка. А, Людка. Что такое, Геральт? Мы добрались до Флотзама, посмотрели на убийцу короля, восстановили против себя всех, кого только можно. Что дальше? Если убийца сейчас ходит с Йорвитом, нужно достать их обоих. Если ты собираешься ловить эльфов по лесам, в лучшем случае тебя ждет смерть. Давай заглянем к Лоредо, воспользуемся его приглашением. Он, конечно, тупой педрила, но это Ой, его осуждаем. территория, и он может нам пригодиться. Осуждаем. В смысле? Почему Лоредо так странно к тебе относится? Он же худо-бедно комендант Темерского гарнизона. Если ты еще не заметил, синие полоски не слишком популярны в народе. Как и все, кто выполняет грязную работу. Но Лоредо все-таки солдат. В приграничные форты отправляют всякую шелупонь. Они только тем и занимаются, что выделываются перед местными вахлаками. Ты здесь, наверное, как рыба в воде. Городок в лесной глуши, постоянные атаки скейтаэлей. Флотзам – это не просто глушь. Смотри. Тимерия, Редания, Кейдвен, Айдирн – все крупные королевства Севера. Знаешь, что их объединяет? Долина Понтера. Кусочек земли, за который они грызутся веками. Именно. А здесь, как видишь, у нас Флотзам. На границе Тимерии и Айдирна. А за болотами уже начинается Кейдвен. На самом краю долины Понтера. Флотзам втиснут между границами, как свеча в задницу. Здесь сходятся самые крупные торговые пути. Любой караван должен идти через Флотзам, и каждый обязан считаться с Лоредо. Говорят, Хенсельд Кейдвенский собрал армию и выступил на Верген. Уже совсем скоро долину Понтера охватит пламя. А мы с тобой, Геральт, сидим во Флотзаме, который станет заветным ключиком к этой долине. Хотелось бы мне верить, что все это простое совпадение, и убийца пришел сюда только потому, что здесь укрываются скейтаэли. Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, ведьмак. Бывай, Роше. Так, Людка. Кому еще давай пиво? еще раз. Сейф, Людка. Нет, это Лютик. Нет, я не хотел Лютика, я Людку хотел. Людка. О. Где этот талисман? Талисман мелкого, давай. Продать нельзя. Черт. Ну ладно. Получается, нельзя. Трактирщик. Ну-ка. Хорош там спать. Так, он продает то же самое, получается, да? Мне интересно. Кто тут еще есть? Не подходи. Я так понимаю, ты хочешь поговорить. В чем дело? Расскажи, что там было с Фольтестом? Ты хочешь услышать версию, которая сюда еще не дошла? Король погиб при загадочных обстоятельствах, а у его тела схватили ведьмака Геральта с окровавленным мечом. Ты убил короля? Я никому не скажу, я обещаю! Убийца сбежал, я не успел его прикончить. Меня подставили. Ну и что же ты теперь будешь делать? Собираешься бегать кругами и бить всех подряд, пока виновный сам не угодит под меч? Нет нужды. Убийца сейчас в лесу вместе со скейтаэлями. Он знает, что я здесь. Мы найдем друг друга. Геральт, умоляю тебя, ну не делай глупости, не высовывайся. Если Лоредо узнает, что тебя подозревают в покушении... Ты давал Вернону рапорт о событиях во Флотзаме.
Было тут что-нибудь странное? В борделе у них прекрасные девушки. Рекомендую. Одна из них... Ты знаешь, что я имею в виду. Ну, обычный городишко. Порт, корчма, река смердит. Вот и все, что увидит обычный человек. Мы же, поэты, смотрим и в души людей. А с этим тут дело нечисто. Я видел, как кражу прикрывали именем закона. Стражники смеялись, забирали товары и говорили, что наконец наведут здесь порядок. Еще я видел, как пьяные бандиты избивали эльфку, и никто не обращал на это внимания. Я понимаю, сейчас везде так, но здесь дело не в ненависти. Это не попытка найти виноватых. Во Флодзаме людьми руководит холодный расчет. Они ищут любой повод, чтобы обогатиться. Мне нужна информация. Что-нибудь, что наведет меня на след убийцы королей. Я знаю только сплетни. Они тут ходят со дня смерти Димовенда. Люди готовы обвинить любого. Эльфов, Нильфгард, Ривию. Давай я попробую угадать. Еще в этом деле были замешаны зериканские алхимики и низушки. Смелая теория, но толпа выдает идеи поинтересней. Знаешь что? Если честно, из всех последствий этого убийства меня больше всего беспокоит сумбур в головах у людей. Ты о чем? Это хаос. Люди не знают, что думать, не знают, кто плохой, кто хороший, а времена сейчас нелегкие. Кто знает, что из этого выйдет? Как много болтовни, конечно. Ну, шпион. Что Шпион. слышно в мире политики? О чем теперь поют поэты? У Аэдирна большие неприятности. Хенцель с огромной армией стоит на берегу Понтера и может атаковать со дня на день. Давно не было войны. Он любит играть солдатиками, как все маленькие мальчики. Но в этот раз Каэдвену придется нелегко. Границы Аэдирна охраняет Саския, убийца драконов. Это еще кто такая? Наемница? Крестьянка, самозваный генерал, возглавляет что-то вроде добровольческой армии Аэдирна. Женщины хватаются за мечи, барды лезут в политику. Что за времена? Лютик, ко мне приходят обрывки воспоминаний. И что же ты вспомнил? Собственную смерть. Твою смерть я видел своими глазами и не раз об этом рассказывал. Йеннифер отдала жизнь, чтобы тебя спасти. Я думал, ты вспомнил, что было потом. Как случилось, что ты здесь. Я тебя вижу, слышу, ты дышишь. Ты живешь, старина. Память только начала возвращаться. Я не помню всего. Так, ну все. Спасибо, Лютик. Что тут, кто тут? К твоим услугам? Золтан еще тут. Засейвимся. С виду ты сильный. О! Боремся. Стопудово. Давай. Подожди, это армрестлинг? А что делать надо? Хорошо, мы засейвились. Что делать надо? Старайтесь удерживать курсор на желтом поле. А, я понял. Я понял. Хрена себе. Сюда, гони бабло. Больно ты для меня силен. Держи свои деньги. Попробуй потягаться с Яношем Жилой. О, Яна жила. А вот и он. Со мной не так-то легко справиться. Следующий, ёпта. Давай, all in. Сюда. А ты сильный. Вот твои деньги. Попробуй побороться с толстым Микелем. Он тоже сюда придет? Это он? Вот он. А чё вы все сюда приходите? Я-то не Здоровый против. ты, леший. Ну так и я не из мелких. Попробуем? Погнали. Ух, бабла сейчас заработаем.
Тихо, 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 тихо. Яйца Виопатиса! Тебе силы не занимать! Держи свои деньги. Есть тут еще один. До сих пор, почитай, никто у него не выигрывал. Кто? Бартоломей Баржа. Поищи его в деревне. Так, хорошо. Хорошо. Бартоломей Баржа. Кругом воры и разбойники. Ты сказал, что? Здорово. А можно еще раз с ним? Подожди, это бесконечно? Не, ну так-то, конечно, можно будет нафармить. Но я думаю, с монстров побольше можно собрать. Или с ресурсов каких-нибудь. Снова ты меня. Спасибо. Здоровый ты, леш. Глядите! Чудеса! Прошу. Рад встрече. Так, Золтан, Рад твоя видеть очередь тебя, Золтан. поболтать. А что ты тут, собственно, делаешь? Долго рассказывать. Жизнь — говно. Боль и 6 страдания, лет да. пашешь, как вол. Слушаешь росказни старого Бригенрикса. Покупаешь кольца. А потом она рвет помолвку. Я-то дурень, гавот и разучивал. Ну и хер с ним. Что было, то прошло. Срать я хотел на Иудору, на кузницу в Новиграде и на всех Бригенриксов на свете. Займусь лучше торговлей. О, с ним можно силд померить, ничего себе. Есть здесь какой-нибудь хороший оружейник? Около стены есть кузнечка. Примитивная, старая, еще сопряжение сфер, небось, помнит. Но на мелкий ремонт там инструментов хватит. Если хочешь, можно и руны на оружие наложить, или доспехи улучшить. Только смотри, чтобы не выглядел потом как Лютик на открытии нового борделя. Что ты делаешь в этой пырловке? Сейчас шлифую камни для Шалы де Тансервиль. Работа сложная, но платят хорошо. Ты занялся украшениями? Да где там? Чародейка что-то там конструирует. Целыми днями глядит на это дело, как сорока в стекляшке. Да видно, пока без толку. А как-то раз до того разозлилась, что хватило вазы об стенку. Темперамент у этих чародеек, я тебе скажу, исключительный. Так, давай силушку померим. Как твои мускулы, Золтан? Твердые, как бычьи яйца. Борьба на руках — любимая забава краснолюдов. Надо будет с тобой как-нибудь потягаться. Ха! Можно попробовать прямо сейчас. Идеально. Погнали. Ну, покажи свои бычьи яйца. А на что играем-то, алло? Деньги-то не ставили. Бесплатно? Типа друзья? Вот так и портится дружба. Сюда гони, что ты там зажал. У тебя лапищи, как тиски. Мне было нелегко. Если вдруг встретишь моих старых товарищей, Ярпина или Шелдона Скакса, обязательно с ними поборись. Тут они удивятся. Так, хорошо. Это тоже какой-то квест. Интересно. Ты слышал о таком Седрике? Я слышал? Да я с ним так нажрался в ту субботу, еле до порога дополз. Где его искать? Целыми днями сидит на башне у Бендюги, смотрит в чащу. Чудное, но голова крепкая. Спасибо. Так, хорошо. С этими поговорили, с этими с Трисишем не говорили.
Трис Меригольд. С ней мы тоже будем бороться? Ух, я бы ее поборол. Как тебе солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. А недавно меня научили, как прорыгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набираясь пива. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимерии. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роше меня хоть немного уважают. Я вспомнил погром в Ривии. Разъяренная толпа убивала нелюдей. И паренек с вилами. Больше ничего? Смерть. Или очень близкое к ней состояние. Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что, вернув память, я найду ответы на многие вопросы. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Так. Здесь мы, наверное, все. Ах, еще же нижний этаж есть. Рад встрече. А, подожди, здесь еще было написано, что банк есть в этой в улучшенной версии. Ну, это все мое. О, так. Блин, какой королевский номер здесь. Какой же здесь королевский номер? О, май. Ну и здесь не хуже, кстати. Тут все номера королевские, я смотрю. Так, железный обруч, мы его сейчас впарим как раз. Корень мандрагоры. Всякие вкусняшки. Вот это, кстати, прикольно. Смотри, свеча упала, да? То есть тут какая-то физика существует. Теоретически, если я колдану сейчас... Да, тут физика вообще прям четкая. Вот делали игры, да, раньше? Жесть. Подожди, пока он Ведьмак пришел. Ох, матушки, если встретишь его, делай вид, нормально. будто не видишь. Сейчас подеремся. Я отдал бы кое-что на хранение. О, да. О, да. Я бы отдал что? Я бы отдал 170 тысяч килограммов, наверное, всякой железа. Так, подожди, это растение. Это всякие растения, вот всякое, да? Железная руда, вот 47 килограмм, кожа 57 килограмм. Угу. Давай отдадим вообще все вот эти штуки, я думаю, отдадим. Я уверен, мы соберем себе еще кучу всего такого. Вот насчет куска дерева, кстати, не уверен, мне он нужен вообще. Масло. Наверное, нужен куда-то. Руны, кстати, оставь. Я, наверное, их воткну. В какой-нибудь меч. Или нет. Так, сукно тоже 30 килограмм. Охренеть.
Так, итого у нас 256 из 300. В целом, зашибенно. А главное, в глаза ему не смотри. Да веди себя с ним почтительно. Подожди, пока он откроется. Слышала про новую позу? Ведьмак и стрыга. Хочешь развлечься, альбинос? Мне Нет, скучно. Просто ураган. День добрый. Хвала, Мелитея. А чё вы одинаковые-то? Один в один. Близняшки, что ли? Который из них Фольтест? Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Нет, это не Снегурка, живёт. Так. Еще говна набрал всякого. Слышала про Я новую позу? неисправим. Ведьмак и стрыга. Я Нет, неисправим. расскажи. Ведьмак выпивает, ну, чтобы сыться, засыпает как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Так. Что-то мы какие-то заметки там подняли. Не нравится чародейка. Ага. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Что ты знаешь о коменданте? Мастер Лоредо замечательный человек. Взял нас под крылышко, помогает нам. Налоги аккурат такие, какие должны быть. Он всей торговлей в фактории заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Вот и славно. Ты с ума сошла, женщина? Фактория тонет в нищете, Лоредо обдирает вас как липку, а его люди делают, что вздумается. Не надо так говорить, мастер-ведьмак. Я про коменданта дурных слов не потерплю. Святой человек, одно слово. Ты его боишься? Сгинь, подстрекатель. Что? Лол. Так, ну Который я из вас них понял. Фольтест? Я понял. Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Нет, этого я сегодня видела. Живёт. Тогда не знаю. Так, я вижу кости. Боже. Я вижу кости. Доброго здоровья! И тебе не хворать. Только мутантов нам тут не хватало. Так, я бы хотел продать. А продавать нечего, просто. Тогда положить в банк вот эти все штучки. Мы вначале посмотрим, что мы можем накрафтить и имеет ли смысл, а только потом уже соберем из банка тогда. Будем так жить. Таким образом. Иначе у нас просто места не хватит. Я буду лутать все, что я увижу. Приветствую. Ну что, Седой, потанцуем? Мы согрешили. Мы воистину согрешили. Ибо я не вижу больше смысла в той святыне, которой я поклонялся. Блин, время так Быть быстро может, летит. если Мы вроде боги только начали пошлют Ведьмака тебе играть, а удачу, уже... я отдам ее тебе в награду. Уже 6 часов и стрима. тебе она Вот это да. пригодится больше, чем мне. Вот это да. О, нет, это кости.
Соперник повышает. Используйте R, чтобы кинуть кости. Не уроните кости с доски. Сделав выбор, нажмите А. А какие правила? Точно такие же? Или какие правила? Где мне посмотреть их? 1, 2, 3, 4, 5. Но у меня получается этот, как его, Full House Стрит. Мелкий стрит у меня получается. А, то есть я должен еще сам одержать победу одной. Что? Как называется ачивка? Как ачивка называется? Игрок одержать победу. А, везде. Понял. Армрестлинг, кости, вот это вот. По одной победе. Ладно. Все? Победа? Ты удачлив, но в этот раз удача изменила тебе. Увы, судьба покуда не готова передать тебе мою ношу. Лишь судьба всегда остается в выигрыше. Мы воистину Мы согрешили. Прости нас. Подожди, пока он откроется. Приветствую. Рад встрече. Лишь судьба всегда остается в выигрыше. Приветствую. Доброго здоровья. Подожди, пока он откроется. Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Порт закрыт, так скука такая, аж в заду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила? Участники боев вносят долю, а победитель забирает все. Правила боев. Бей как хочешь, лишь бы противник лег. Как все сложно. Так что, братишка, будешь драться? Да? Да. Свежак, такой же, как и ты, братец. Для начала пойдет. Выкладывай денежки. И как? Я готов. Милздари, танцы начинаются. Слушай, на геймпаде максимально просто. Мало того, что они стороны по сторонам света, ну, сделали Y сверху, А снизу, вот это. Так еще и всего 4 кнопки. Я думаю, на клавиатуре в разы сложнее. На клавиатуре. Не хотел бы я быть твоим врагом. Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Нейсжоп по прозванию Задник. Странное имя. Он все делает Нейсжоп, то есть задом наперед. Спит днем, сперва пьет, а потом заедает. А бабам, перед тем, как их трахнуть, велит одеться. Нейсжоп. Покажи арены. И как? Я готов. Милздари, танцы начинаются. Вы только Не пропусти посмотрите. слева. Какой, смотри, шкаф. Ни хрена себе. Мне кажется, лето не такой шкаф. Охренеть, здоровяк. Просто Халк. Двинь ему снизу. Эй, мастер! Что такое? Хорошего бойца издалека видать. Тебе нужна серьезная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют Король Зигги, потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славы настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место.
Это ж яких поэзия! Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдете. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за 4. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? Я готов. Милстери, танцы начинаются. Погнали. Не пропусти слева! О, ни хрена себе. Вот это апперкотик был сейчас. Ну точно, это не апперкот, это силовой с прыжка. Не Апперкот это хотел не бы я снизу быть удар по твоим челюсти. врагом. Поздравляю! Ты набил морды отъявленным забияком. Хорошая работа. Турнир окончен. Морду его бей! Ну вот этот дядька шкаф, конечно, это капец. Чисто здоровый такой. Не пропусти слева! Кого я вижу? Ведьмак Геральт. В чем дело? Мой кузен из Вызимы рассказывал, что ты неплохо играешь в кости. Ну, играю. А если пройдет весть, что появился хороший игрок, может подтянутся и другие, получше, да и ставки подрастут. Вот если бы пришел Эйнар Гуссель или Прожженный, вот это мастера. Так что, играй? Нет, спасибо. Морду его бей! Сыграй. All in. Нет! Я нечаянно. Я не знал, что оно так прям летит. Ну слушай, у нас ничего нет. Ой. Надо грузиться. Ты проиграл. Заткнись. Двинь ему снизу! А если я мышкой? Подожди, да. Ставка, да. А мышкой, если я мышкой подвигаю, будет работать как-то, нет? Надо управление переключать. Тут так по-дебильному, тут нет такого, что ты взял клавиатуру в руки, да, там нажал кнопочку, переключилась на клавиатуру. Взял геймпад, переключился на геймпад. Нет такого. Тут надо именно вручную переключать вот эти все штуки. Так, у нас сет. А на какую кнопку подсветить было? А, вот на эту. Full House. Ну, эти кости менее интересные. Я бы сказал, где-то на 2. По сравнению с первой частью, там хотя бы писали, какие пары, какие не пары, а тут надо прям самому знать. Это что какая-то херня. Ты выиграл. Подожди, пока он откроется. Что? Сыграем в кости. Выиграю этих двоих, вот тогда я... Сыграем?
Так, у нас сет из 5. Вообще офигенно. Он даже сразу посанул. В этот раз тебе повезло, но я еще... Да-да, отыграешься обязательно. Что? Сыграть? Так что, играем? Да. Один, два, три, 4, 5. Малый стрит. Ты выиграл. Хочешь отыграться? Нет. Попробуй сыграть с Эльнером Гусселем из ремесленной слободы. Если выиграешь у него, может, даже прожженный захочет с тобой силой помериться. Спасибо. В морду его бей! Прошу. Ну что, Седой, потанцуем? Только мутант. Подожди, пока он откроется. Ты мог бы выбрать противника. Так, с этими мы играли. Да что ж ты делать? Лишь судьба всегда остается выигрыш. Вот эти ребята неактивные. Приветствую. Урод! Все, валим отсюда. Что вы обзываетесь? Уходим. Обидно же. Так. Рад встрече. Бывай, Роше. Ну и времена. Здорово. Так, это рамрестлинг, это наши ребята. С кем-то еще, может быть, поговорить можно. Кувалда. Ты сказал что? Или просто пернул? Прошу. Рад встрече. Ага, просто пернул. Так, добро. Тоска. Что, умный, да? Ну, вроде не глупый. Как мило. Ну и Спасибо. порядки тут у вас. Краснолюдские кузнецы отбивают хлеб у частных ремесленников. Эльфы отирают. Приветствую. Дай взглянуть на твои товары. Прошу, смотри сколько угодно. Мое имя Фьораванти, я купец. Прошу простить мое любопытство, но разве тебя не наняли убить Кейрона? Этот городишко мне окончательно опостылил, и я буду рад уехать отсюда при первой же возможности. Лоредо выпустит купцов только тогда, когда захочет. Похоже, вы ему для чего-то нужны. Как так? Он что, собрался устроить здесь международную ярмарку? Я подданный короля Димовенда, и скажу тебе, что... Димовент мертв. А теперь, если позволишь, перейдем к делу. О, с ним можно поиграть с кости. Но вначале посмотрим, что он продает. Всякое алхимическое барахло он продает, да? Книга, рассказывающая, как усилить знак Квен. Она стоит 1 рубль? Нет, она стоит 125 рублей. Рецепт гром. Зелье лавандового рафа. Красная мгла. Неплохо, кстати, он продает всякие штучки классные. Продает кучу всяких чертежей.
Спасибо, будем знать. Будем знать, где у чего у кого покупать. Нет, ну почему все время выкидываю? Дебильная хрень, отсюда не загрузится еще. Ну, может, и так победим, кстати. Если пятерку выбросим одну. Тебе деревья. Сет. Что-то мне помнится... О, черт, это я зря сделал. Ну ладно. Что-то мне помнится, что... Ну, я, наверное, правил не знал. Вот что. Я, наверное, не знал правил. И мне было тяжело тогда играть. Сейчас я уже прошаренный и... Похоже, в ближайшее время знаю мне всякие уехать вещи. не удастся. Всякие сеты, фулл-хаусы, вот это все. Деревенское житье. Не пожалела еще, что выскочила. Глянь-ка, ведьмак идет. Как думаешь, День добрый. Можно тебя на несколько слов? Некоторое время назад мы создали алхимическую субстанцию. Мы хотели бы испытать ее в лабораторных условиях в Изиме. И вот мы подумали, что лучшего подопытного, чем ты, нам не сыскать. Может, ты согласишься навестить нас в Изиме через год-другой, если будет время? Мы бы провели над тобой пару экспериментов. Не бесплатно, разумеется. Нас интересуют композитные эффекты этого вещества. Большего я сказать не могу. Ты согласен? Да. Что? А я прослушал. Да. Превосходно! Великолепно! Быть может, тебя не затруднит вести дневник во время... Держи себя в руках. Я загружусь, простите, пожалуйста. Я прослушал, что они хотят от меня. Явно ничего хорошего, но вот это вот. День добрый. Некоторое время назад мы создали алхимическую субстанцию. Мы хотели бы испытать ее в лаборатории. И вот мы подумали, что лучшего подопытного, чем ты. Может, ты согласишься навестить нас в Изиме через год-другой, если будет время? Мы бы провели над тобой пару. Нас Ты Да, конечно. Превосходно! Великолепно! Быть может, Держи себя. Опыты над нами вообще базару ноль. Подопытный кролик. Так, а что у нас тут? Закрыто. Кузнец. Дай. Дай. Ну, здравствуй, кузнец. Мастер, глядите, кто к нам пришел. Великан кузнечного искусства нас не слышит. Занят. Не покладая рук, трудится. Ты как, ведьмак? Как жизнь? Хорошая у вас мастерская. Да какая тут мастерская? Но за добрые слова спасибо и от мастера, и от меня. Так чем могу помочь, а? Так, взглянуть на товары. Давай сыграем. Сделай одну вещицу. Сделай вещицу. Что ты умеешь делать? Когтезуб. Это у нас что? Это у нас какая-то ловушка. Ага. Ловушка. Так. Ведьмачий серебряный меч. 10-17. Кровотечение. Кожаные штаны. Ну, штаны так себе, если честно. Но мы, кстати, можем... А, у нас яда Индриаги нету.
Штаны, дай я посмотрю на свои. Нам мутаген дали, вот он. Критических эффектов. Нокдаун, оглушение, заморозка. Прикольный. Что я хотел? Штаны посмотреть, да? Штаны мага. Дополнительный урон от знаков +1. Время действия знака гелиотроп +5. Гелиотроп это, наверное, что-то... Я не знаю, что это. Вероятно, что-то того, чем мы еще не знаем. Так чем могу помочь? А товары какие продаешь? Ну-ка. Мечи, руда. Накладки всякие. Меч посеребрённый. А тут видно мой меч? Вот Арандит, мне можно посмотреть, сравнить с моим как-то? Нет? Ну, блин, не сравниваю. Я хотел бы сравнить. Это было бы удобно. Ладно. Так, у него есть куча чертежей. Ого. Ого. Руны всякие, ножики. Мы, кстати, можем ножей сделать, да и мини-матери, извините за выражение, и продать их. Интересно, сколько они стоят? Они у нас в кармане лежат. Дай-ка я выйду, подожди. Сейчас потестим снаряжение. Серебряный нож, обычный нож, ржавый нож. Давай мы их скинем. И сейчас я посмотрю, сколько они стоят. И я бы, блин, нахрен закрафтил кучу таких. Если они прям стоят хоть что-то. А сколько ножей делается условно? Один? Типа 2 железа, 1 дерево — это 1 нож? Ну, он как бы 3 рубля стоит 1 нож. Мне кажется, дороже продать будет по отдельности железную руду. Жалко не посмотреть, с собой нету. Ну ладно. Метеоритная руда. Крепкий курт. Броня +15! Перчатки святотатца. Святотатца. Укрепленная кожа. Ого. Штаны святотатца. Полный комплект. Шкура эндряги, крепкое сукно, крепкая кожа, укрепленная кожа. Ну, такие вещи я точно не смогу пока добыть. Стальной меч. Железная руда, укрепленная кожа, кусок дерева, алмазная пыль, зубы накера. Укрепленная кожа пока под вопросом, а так у нас все есть. Ну, и накера еще нет пока что. Но это пока. Надо записывать урон, потому что так вот в магазине непонятно. Серебряный меч, стальной меч, сапоги. Перчатки. Клепанная кожа.
13, 17. Так. Это все, короче, надо записывать. Это невозможно что-то запомнить. Это невозможно просто. Арандит. Так, запишем вначале не Арандит. Запишем Махакамский. Так, 10-12 урона. Вот, 10, 12 урона. Арандит у нас 11-18 урона. Сиреп. Сиреп. Урона сиреп. Вот. И теперь только вот после этого можно будет о чем-то поговорить. Так, нажимы сложим сюда. Так чем могу помочь? Вот теперь мы можем посмотреть и сравнить, какие вещи мы можем себе на будущее ближайшее посмотреть для крафта. Вот, условно, зубастый клинок, да? То есть хороший. 19-25. Это обычный меч, стальной. А у нас 10-12. Прикольно. Мне кажется, какой-то топовый, что ли, не? Охренеть. Так, руны, это понятно. Крепкий корд, 14-21. Ну, мы вот этот можем сделать прямо сейчас. Деньги есть. Мы прямо сейчас вот это можем сделать. Крепкий корд. Короткий меч. Снижение урона при блоках. Вообще нет. А зачем тогда вот эти пониже уровнем? Типа железа не найдем столько. Так мы нашли охренеть сколько железа. 15, 17. Мне, кстати, вот это сейчас теперь... Мне вот теперь вот это непонятно. Почему? Броня... А, это просто тимерские. Вот светаться. О, все, теперь понятно. Просто затесался сюда. 10-14. Это вообще лоховской какой-то. Я понял. Ой, прошу прощения. Серебряный 10-25. Ой, 20-25. Стальной 22-28. Солидно, солидно. Давай вот этот крепкий корд купим. 14-21. В принципе. Или еще побегаем. Посмотрим. Или сразу тогда зубастый клинок сделаем. Просто нужны зубы эндряги, нафармить и все. Можно и нафармить. Так, по поводу продажи всякого говна. Погнали. Доспех ворона. Почему я могу его продать? А в чем я сейчас? Стоп. А я в чем сейчас? Легкая кожаная куртка. А я думал, я в доспехе ворона. А я и думаю, что он какой-то изменился, да, чуть-чуть. Сука. А я думаю, что не так изменилось вроде, что-то не изменилось.
Ёб твою мать, я чуть это самое... Доспехи ворона, вот они. И вот это вот надо легендарную вещь. А почему доспехи ворона редкая? А вот это легендарное. У меня всегда под конец стрима столько вопросов. Столько вопросов. Это в банк скинем. Доспехи ворона сюда. Все. Все остальное в продажу. Вот сапоги поменять тоже надо. Да. Тяжелые кожаные штаны. Штаны мага. Легкая кожаная куртка, стеганая куртка, кожаная куртка. Я прошу вас изменить свое мнение. Так чем могу помочь, а? Да, если что, мы заканчиваем, поэтому... Я уже не тороплюсь, я уже так по сюжету никуда не бегу, поэтому могу себе позволить такой фигней пострадать спокойно, не торопясь. По факту стрим уже закончился. Так, ну что, впариваем, да. Легкая кожаная куртка. Ну это можем в банк оставить, не знаю, надо нам такое, нет? Ну ладно, оставим с тобой. Красная шапочка. Так. Кошек 7 штук у нас с собой, ничего себе. Так, смотрим, мы можем сделать 11 ласточек себе сейчас. У нас эфира 11 штук. Ага. Бомбу можем сделать. Бомбы нам пригодятся для того, чтобы взрывать. Ну вот вопрос, пригодится любая бомба или именно картечь? Мне кажется, именно картечь нужна здесь. Есть подозрение такое. Мои цены останутся при... Так чем могу помочь? Есть у меня подозрение, что здесь картечь нужна была. Мы выиграли, кто бы сомневался. Так, хорошо, хорошо. В целом, пока меня все устраивает, мы очень круто заработали денег, скинули весь лишний мусор в банк. По большому счету кайфуем. Единственное, что я бы вот сходил, еще один торговец там есть, вот туда к нему сходил бы посмотреть. А можно в настройках поменять, чтобы карта не крутилась? Видео, настройки управления. Ну, это не то. Игра. Уровень сложности, дневник боя, подсказки, сложный QTE, субтитры. Звук экрана.
Ну, наверное, нет. Такой функции тут нет. Так, тут какой-то квест или что-то в этом роде. Очень хорошо. Приветствую! Ничего не будешь делать. Приветствую. О, у тебя Очень новые туфли? хорошо. Что случилось? Ага. Он сказал, что не может. Пойдем бить чудовищ! Так, вот этот мужик. Чего тебе? Я так понял, у купцов какие-то неприятности. Ничего себе, какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта водным монстром, а вдобавок еще и пошлины поднимают. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила, а результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Как раз это я собирался обсудить. Чародейка должна была сама управиться. Удвою ставку я возьму за это дело, мне нужен задаток. Мы работаем вдвоем, значит, стоим в 2 раза дороже. Ты, наверное, шутишь. Блин, его заколдовать можно? Можно его шантажировать. Давай попробуем Воля просто. ваша, но если чародейка не справится, будете сидеть тут с товаром до зимы. И ваши убытки обойдутся дороже моей помощи. Прощай. Погоди ты. Зачем сразу обижаться? Кто как, а я понимаю, что время денег стоит. Если твоя помощь ускорит дело, пусть будет так. Накинем еще, сколько сможем. Договорились. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак, чери тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нем что-нибудь рассказать? Сейчас вот с ним Может, поболтаю и этот, всё. стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. Где Кстати, мы вчера не зря в В Вовку не деревне? пошли играть. Под стену. А сервера А теперь рухнули. оставь меня в покое. Так что я как будто бы жопой чувствовал. Свет выключили, все пропустил? Да ты на самом деле ничего особо не пропустил. Мы приплыли сюда с... как ее? С темницы морской. Темницу взорвали, приплыли сюда. Я, короче, перегруженный. У меня перегруз был типа 450 килограмм из 300 возможных. И пока на нас охотились эльфы, и наша Трис колдовала купол, я еле тащился, короче, и отбивался от эльфов кое-как, как мог, бомбами там всякими, ловушками. Но в целом вот это можно было пропустить, как бы то, что ты пропустил. А так ничего особо не произошло. Мы тут со всеми поболтали, ну почти со всеми. С кем-то в покер поиграли, с кем-то вот это армрестлинг, ничего особенного. Сюжета ты не упустил вообще по факту. Ни тебе Так что здрасте, все окей. ни приятного аппетита, сволочи. Так, ладно, что у нас? Щиплют меня все время, зажимают и чаевых не дают. Там у нас таверна, там у нас кузня. Получается, мы здесь были везде почти. Ну, завтра еще раз оббежим город, может, какой-то квест упустили. Давай играть в солдатов скотоелей. Шиала можно говорить такое слово, да. Опа. Ну вот, предчувствие меня не обмануло. Стоило заглянуть в эту дыру. Убийца Фольтеста собственной персоной. Как дела? Как здоровье? Ой-ой-ой. Не Ой, жалуюсь. страшно. Безмерно рад. Знаешь, до Выезимы путь далекий, и я не хочу тут долго возиться. Я и так на тебе много времени потерял. Ну, счастливого пути. Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник, живой ты стоишь больше, но если будет надо, ты и мертвым сгодишься. Что выбираешь?
Ну попробуй меня убить. Брось меч и подними руки, иначе я не ручаюсь. Подойди и попробуй меня убить. О, началось. Ой, больно. Что у тебя есть? Черепаший камень? Это что такое? Я думаю, оно тебе поможет. Ой, бля. Сюк. Вот так вот. А это где я был? Я где-то... Где-то здесь я был, да? Нет. А где я их нашел-то? Я не помню этот закуток. Вот тут, что ли? Да, вот они. Среди людей распространено ошибочное мнение о том, что черепаший камень обладает примерно такими же свойствами, что и двемерит, а то и вовсе защищает своего владельца от любых нападений. О, я понял. Вот оно что, Михалыч. А я думаю, что за черепаший камень? Ну, звучит эпично, конечно, как будто бы что-то страшное. Ну попробуй, бро, подай. Не бойтесь, ведьмачьих штучек! У меня есть черепаший камень! Ой, бля. А чё больно-то? Ты его ищешь. Ай, бля, больно. Слушай, сложно прям. С 2 ударов меня выносят. С 2-3 ударов. Давай попробуем заколдовать одного. Ну бро, подай. Ну это пока что. У меня есть черепаший камень! Это пока что. Всю магию истратил. Это пока что сложно. Первый акт пройдем, и все, и опять будет легко. Опять будут все убиваться об... не знаю что. Об воздух. Я уже даже придумать не знаю, об что можно убить их. Так просто не сдастся! Не упустите его! Это его ищет. Держи его, ребят. Не бойтесь ведьмачьих штучек! У меня есть черепаший камень! Молодец. Не, ну нормально, нормально. Я говорю, жалко, это не навсегда. Было бы клево, если бы вот такая сложность была бы почти всегда. Мы тут уже у кузнеца увидели, кстати, броню, которая считается одной из какой-то топовых. Вот. И вроде бы она, кстати, не очень страшная по крафту. Ее можно прям почти в начале. Осталось только накеров убить. И этих эндриак. И все. И, в принципе, можно крафтить себе топовую броню. Ну и порядок. Типа того. Ладненько, на сегодня хватит. Увидимся, получается, с Ведьмачком уже завтра. Будем делать всякие квесты. Будем умирать на мобах, которые находятся за территорией этого города. Там всякие твари неведомые гуляют. Ну и много чего интересного, насколько мне помнится. Всякие приключения нас точно ждут. Слыхал я, Так не что люди так, его ну, прикончили. увидимся Сказывают, в 12 по московскому. Будем играть, скорее всего, в Вовку. Может быть... Не знаю, может быть, кино вначале посмотреть, потом в Вовку играть. Я не знаю, но придумаю что-нибудь. Я... Пока я голоден вот на данный момент, я вообще думать не могу. Так что, так. Ладненько, все. Всем спасибо. Всем до завтра с Ведьмачком.
Вов работает? Да, Вов работает. Просто вчера сервера рухнули. Так что, ну, хочешь, я тогда сразу с Вов начну, без всяких фильмов. Поиграю, музычку послушаем. Как бы без разницы абсолютно. Как хочешь. Ну, в общем, я говорю, я покушаю, что-нибудь придумаю. Все, давай тогда, до вечера.